Да, да. Все нормально. Так. Мое почтение. Все. Принимаю каждую критику и стараюсь ее прислушиваться к критике, так сказать. Устраняя все недочеты, если возможно. Так, друг в беде. Да, я таки вчера смог таки оторваться от бездумного тупого воровства и зажигания свечек, и как-то немного продвинулся по сюжету. Но меня начало робить жестко. Очень сильно робить. Я прям уже как Far Cry начал вырубаться. И поэтому решил закончить где-то в 9 утра. Или... Нет, вру. В 5 утра, что ли, в 6 утра. Ну или около того, короче. Я не помню точно, как поскольку это было. Сейчас мы... Черт. Сейчас какой-то жесткий бунт происходит. Огромная жопа. Так. Какой-то жесткий бунт происходит или не бунт, там не знаю. Народ что-то там боялся, убегал, по площади бегал от кого-то. Видимо, у меня одного лагает стрим. Сейчас проверим. Ну, надеюсь. Так, что за синий квадрат на месте чата? Блин. Он что, не прогрузился, что ли? Видно, не судьба. Ну, видимо... Нет, нормально все. Это сволочь что-то гонит. Что-то он гонит. Ну и что, будем следить за ним? Блин, теперь вебка гонит. Прям все у меня. А мне всегда так в начале стрима. Там просто не угадаешь, что откажет. Мне стрим как организму старика. Где-то что-то да отказывает. Пытаюсь смотреть стрим через телефон, пиздец медленный инет. Ё-моё. Но могу порекомендовать лишь снизить качество на 180p или типа того. Ну и там я, в принципе, буду постараться как-то все комментировать, описывать. Не знаю, мы идем по коридорам каким-то канализационным. И это, походу, особняк Иствика. Это какой-то приближенный хер. Не помню кого. Блин, вспомнил, куда я иду. А, все вспомнил, так.
Я не туда шел. В это время я обратно шел. Короче, мне сюда вниз. Так вот. Ага. Во. Всё, там, где нужно. Там, где нужно. Короче, этот архитектор мне нужен для того, чтобы мне узнать, как попасть в золоченую бутыль. Нифига себе. Как попасть к Бассу. Нашего друга Басса, который нам предоставлял работу вора. Ну, те или иные заказы по воровству он, короче, нам предоставлял. Его, короче, арестовали стражники. А? Кто там крадет? На меня! Я тебя прикончу! Ну, народ, мы знаем, что это случится когда-нибудь рано или поздно, но лучше рано, чем никогда. Золоченая бутыль. Так, мистер Повар. А ты раньше не проходил вору? Нет, до конца нет. Я вот максимум, где я остановился, это... Блин, где я остановился-то? Черт, где я останавливался? Вообще в начале, вот если честно. В какой-то момент меня... Я даже до тех вот... Я вот в Голума вчера вообще в первый раз видел. Короче, до Голума я где-то там остановился, не помню. О, Синабон. Блин, а он неплохой повар-то, на самом деле. Надеюсь, он выжил. И не сломал себе шею, когда я его вниз по лестнице спустил. Да, нехорошо получилось, но... Да. Ну и что? Мы играем не за грабителя, а не за вора, а за грабителя. Мы профессиональные грабители. Так что все правильно, все правильно. Мы же не воры какие-то такие пососные, которые ныкаются в тени, а мужики-грабители, которые не боятся показать себя, у которых нет никаких комплексов на счет своей внешности. Блин, ну ты ворона говна. Так. Интересно, сколько здесь охранников? Любопытно даже очень. Блин, ну хуже это ворона, она как же мне палит. Между прочим, вор с кличкой Зубная фея. Да. А мы, кстати, с Миксом вчера придумали неплохие такие слоганы для кофе. Тут местная охрана очень сильно любит кофе. Они мечтают о кофе. Они готовы дать полцарства за кофе. И мы дали этому кофе название Иван Грозный. Ну типа... Пока это прототип названия, но у нас такой образовался небольшой маркетинговый отдел в прямом эфире. Вот. Ну, неплохо так поугорали. Так. Давайте весь первый этаж обшарим сначала. А, кстати. Пью кофею. Эту игру надо играть с кофейком. И смотреть, я думаю, тоже надо с кофейком. Учим маркетингу на трансляции. Да, не бесплатно, ребята. Мы не эти, какие всякие разные. Да, вот. Я не оставляю за собой людей в сознании, так сказать.
Все мне ложатся штабелями. К сожалению. Да. Ну извините уж, такой стиль прохождения у меня выработался. Я вначале еще пытался что-то стелсить, но я понял, что это тупо не мое в этой игре. Я вдруг осознал, что я люблю махать дубинкой. Она чё, рэпер? Просто у Гаррета рука тяжелая. Действительно. Что там? Мы знали, что она рано или поздно нас заметит. Потому что, блин, ворона. Тупая ворона. Ненавижу этих ворон. Господи. БППЕ. Так. Ладно. Ну, я тогда по сюжету пока двигаться не буду, я хочу обшарить все. А то игра любит такое, то что, ну, типа, ты такой двинешься по сюжету, а позади ты, ну, типа, назад уже не сможешь вернуться. Что случилось с этим местом? Ну, или сможешь вернуться, но... Теодор Иствик, служитель льва, по приказу самого барона Элиаса Нордкреста вы должны сдаться баронской страже. Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Лол. Надо действовать деликатно. О, привет, Фарт. Вам же лучше будет. Мастер Иствик, откройте дверь. А где Far Cry? Так он давно пройден. Где Far Cry, говорит? Не, он пройден давно. Ля, какая краля. Кролик. Какая прелесть. Да. Вот, насчет Far Cry, что там я говорил. Вообще вот то, что геймплейно она неплохая. Геймплейно. То есть от игры в принципе ты получаешь удовольствие. Играя там, стреляя там прочее. Но концовка просто обосралась жестко. Обосралась. Концовочка полна дерьма. Как бы не в обиду, Фарт, но я понимаю, что игра тебе очень сильно нравится, но у меня такое мнение, что они прямо просто не хотели заканчивать игру на по типу. Они взяли, улетели с острова, все окей, типа. Улицах небезопасно. Ну, то есть, типа, не хотели останавливаться на одной концовке. Умоляю, я ничего не видела. Ты не видела? Серьезно, ты не видела? Кто-то напал. Эй, Надеюсь, она переживет это. В силу своего возраста. Ау. Поросу. А? Ох. Блин, нормально, гэм. Сейчас буду пельмешки кушать. Пельмешки. Короче, сидели, лепили пельмени. Короче, потихо готовимся к Новому году заодно. И вообще. Очень много пельменей налепили. Вчера вареники лепили. Вареники на 7 января. Еще останутся. На... Блин, как фильм-то назывался? Классный такой. Там, где... казаки... Там, где казак черта там оседлал и на нем летал еще. Да, королева слетал и взял этот как его, туфли ее. Инкрустированное яйцо. Кайф. Мгм. Интересно. Вот.
Побудьте в тепле. Вообще для такой несерьезной игры, как Far Cry 3, сюжет неплох, хоть и особенно в нем ничего. Но просто вот как-то странно, и не то чтобы странно, а как-то вот прям видно, что они такие типа, чтобы их критики не обосрали в плане того, что вот игра слишком, ну типа в плане своей свободной, типа в плане своей свободы действия, она линейно в своей концовке. Там только одна концовка, ну вот типа улетает и все, типа, ну типа такая хуйня. И они такие подумали, наверное, под конец вот самое главное, типа такие, блин, а ведь такое может случиться. Давайте сделаем так, чтобы у нас было две концовки и выбор нам дать, ну выбор, чтобы мы могли дать, типа, просто на ровном месте надуманно. Племя Рякет, наши друзья, наши братаны вдруг нападают на нас, похищают наших друзей и ставят перед наитупейшим выбором, типа Цитра или друзья. Цитра, блин. Как будто, блин, что вообще? Типа выбираешь какую-то женщину непонятную, которую ты, по сути, в первый раз видишь, она такая, типа, я люблю тебя, еще говорит. Ай. Да. Ну там только сперматоксикозный школьник мог выбрать, конечно, эту Цитру. Ну, такое. Печальная эта концовка совершенно. А в жизни по итогу ни того, ни того. Да. По жизни там-то все. Там вас бы в начале все только этого бы. Всех трахнул бы и все. Ладно, я пельмешки кушать, сейчас подойду. Смотрите на камин классный.
Неплохо так погрелся, говорю. Офигенные пельмени получились. Спать охота. Блин. Это, конечно, печально. Ну или хорошо. Выпить чашечку кофе, богатого и насыщенного, как кошелек аристократа. Сори. Так, что у нас тут есть? Кофе не пьешь? А. Пей или бан. Наконец. О, мы просто открыли небольшой маркетинговый отдел по продаже кофе. Лол. Блин, как же я охуенно поел. Гарри Поттер какой-то. Гайдай какой-то. Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер на веселье. Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер. Он везде. Там делает наверху. Любуется на то, как рушатся его монументы. Увы, не могу оставить его наедине с мыслями. Мне нужны чертежи. Ёб твою мать. Знает его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, он был обречен. Это прям какой-то Служитель льва! По приказу бред какой-то. Ну, в плане... Зачем так тупо вешать? Пока побогомоляется я тут. Черт. Это, с одной стороны, печально. В плане того, что ты с нами ненадолго. Черт, ну вообще вот я посмотрел на мельком там на стрим человека, которого я ретранслирую, Гибзика или Гебзика, Гебзик, да, Гебзик. Вот, у него там, короче, PUBG он играл, и в PUBG сейчас прям такой балдежный новогодний ивент происходит. Я такой глянул на это, и что-то прям захотелось тоже. Мне вообще вот нравится тематика Нового года в играх и тому прочее. Ну вообще любая тематика на Новый год, типа Рождество и тому прочее. Самым большим поклонником своего таланта, да? Это прям такое. Это наполняет мое сердце теплом.
Оно раньше наполнялось теплом от Overwatch, но такое. Там сейчас оно такое, как бы, токсичное. Тепло. Там среда теплая и токсичная. Теплая обертка, но токсичная начинка. Миниатюрная крепость, точная копия оригинала, как и заказывали. Она повторяет оригинальное строение в мельчайших деталях до последнего окна. Конечно, она не передает по великолепию воплощение монумента обороны по своим целям. Служит. Так, что с температурами ПК? Сейчас все окей. Все хорошо. Не знаю, там сколько сейчас температур. Какая сейчас температура, но она прям сейчас очень хорошо работает. Мурлычет прям. Ну, даже не знаю. Сейчас, подожди. Как это? А как это сделать? Так, сейчас. Toolbox. Наверное, только в Toolbox где-то есть. Включи просто. Ща, погоди. GPU 3. А что такое GPU 3? Где это находится вообще? GPU-Z? Так. GPU-Z. 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 Нет такого. Нет. Ну, у меня вот где-то вот тут вот было. Оно обычно запускалось само. Но, блин, вот почему-то здесь нельзя найти это. Не имею понятия. О, боже мой. Я случайно нажал на не ту кнопку, которую стоило бы нажимать. Обновление. Качай. Ой, блин. О, качать еще, ёшкин кот. Ладно.
Так. Надеюсь, все нормально будет. Ну, написано ГПУЗ. ГПУЗ. А, вот Soft Portal есть что-то. Сейчас майнер себе поймаю, блин. Так. Оно вообще нужно? Ну, вот человек хочет мне помочь, поэтому я помогаю ему помочь мне. Так, это же мое дерьмо, да? Датчики. 52 градуса. Нормально. 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 Весьма неплохо. Вроде как все. Ну, вроде окей. Там еще темп проца должен быть. Темп проца. Ну вот, температура проца. Вот он. Ну вот же есть, ну. Вот. Ну, все хорошо. О, слава богу, что все хорошо. Можно смело дальше играть. Слава богу, что она больше не греется, с учетом того, что мы играем вором. С крысу Салли Джексон с собой играет. Не играю я никакую крысу Салли Джексон. Успокойтесь. Я играю вора. Точнее, грабителя. Мать твою. Так. Крепость. Самая интересная часть этой дорогой игрушки. Придется поиграть. Надо, чтобы модель стояла так же, как само здание, пока оно не рухнуло. Бесполезно. Если щитовик не выломает дверь, мы тут всю ночь проторчим. Блин, ну и... Нормально. Это видеокарта. Проехали. Разве? Там же было написано другое. Ну типа... Процессора. Температура процессора же было написано. Датчики. Как это в смысле? Теодор Иствик, служитель льва! По приказу самого Башана Элиаса Нордкриста вы должны
Не, ну я уверен, что все хорошо. Охренеть, он здоровый. Когда в первый раз увидел агрессивного Арнольда Шварценеггера, я бы также убегал. Одетого как рыцарь. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Приятного аппетита, монсеньора. Охренеть. О. Тун-тун-тун-тун. Офигеть, он крутой, конечно. Так, это отверстие в основании крепости. Все мазилы. Это парад, вот Да. вытяжной канал. Мы просто Идти очень через него самоубийство. удачливы. Значит, у меня будет преимущество внезапности. А это 31 что? за 98. Должно быть сейф барона. Это на Говорят, день он рождения больше разработчика. полный набит драгоценностями. Взгляни на товары. Кайф. Товар. Так, неожиданно и приятно. О, зазубренная стрела. О, взрывная стрела. Пуга. Это что за маленький базмата? Мишки Наслаждайся. Спасибо. Так, мы сейчас идем, получается, спасать нашего друга Басса. Вроде как. У нас есть карта тюрьмы или типа того. Архитектурная такая карта. Подробная. Жесть, конечно, мы заморочились на тему карта тюрьмы. Гаррет же обычно вроде как все очень просто делает. Пришел, увидел, украл. Представил себе, как я пытаюсь оглушить этого рыцаря дубинкой своей. Это прям таки выглядело бы очень смешно. Офигеть, что с этой крепостью? Бегают все спокойно, там взрывы все какие-то наверху. Почему никто не поднимется, не разберется? Где пожарники? Где саперная группа? Что происходит? Это уже не первый взрыв там наверху. Ходим, обираем трупы кошельков. Кошельки с трупаков. Так. Почему все подоставали кошельки перед смертью? Типа такие... Спрятать деньги в жопу. Пока не поздно. И никто не успевает. Никто не...
Никогда никто не успевает спрятать деньги в жопу. Никто. Все наслушались мифа о том, что однажды охранник по имени, не знаю, Боб спрятал деньги в жопу, и эти деньги потом попали к его родным. Они типа как-то это... Неважно, каким образом они попали к родным его. Ну, короче, вся суть в том, что он сберег деньги после своей смерти. Так, черт. Что это было вообще? Не будь это моя идея, я бы сказал, слишком рискованно. Ты плохо на меня влияешь, Басса. Басса. А, мать твою. Лол? Я же успел, нет? Атака озаренных сотрясла крепость до основания. И все же, вход есть вход. Осталось найти, где они держат Басса. Это озаренные так нападают. Офигеть. Офига они способны, конечно, на многое. Блин, потихо задыхаемся. О, какой отвратительный уровень. Во время пожара воруем. Нормально. Гаррет никогда не упустит шанс спиздить что-либо. Даже во время пожара. Ебать, мы умираем. Да, во всех смыслах душит просто. Бля. Да какую сторону крутить-то? Ай, блин. ГГ. Все будет хорошо. Типа кашля. О, вроде бы все. Я прям таки выдохнул с облегчением прям. Ёбаш мать. Я думал, я там концы двину. Концы отдам.
Так, там, наверное, Басса, да, сидит, так что я пока полутаю ребят. Какая прелесть. Памяти мертвых. Табличку крадем. Что тут у нас? А, это лифт вообще. Так, куда едем-то? Наверх, вниз? Предполагаю, что наверх. Хотя можно и вниз. Нет, видим наверх. Черт. Если Озаряны придут за пленом, я думаю, Озарян друг на друга наплевать. Они животные, если даже придут, они сдохнут все вместе. А тот заключенный, которого мы держали для генерала, тот жердяй, он тоже внизу. Что, в смысле внизу, мы наверх поднялись? Керосин. Да тут все сгорит, нахер. Тут керосина как... До хера. Это до хера. Воду еще не принесли, да? Не знаю, что-то мне вдруг показалось, что меня кто-то палит. Список заключенных. Ворл, озаренный, варварская порча, баранского имущества, грабежи, заморон. Заморен голодом, в скандалах повешен до смерти. Кедерли, озаренный, распространение карамальной литературы, повешен до смерти. Олбрайт, озаренный, руководитель бунтарской секты, повешен до смерти, затем выпотрошен, и четвертого. Фига себе, не его. Типа смысл? Он уже мертв, зачем его еще потрошить и четвертовать? Не может насрать будет Олбрайту. Да. Они бы еще написали бы, типа, повешен до смерти, отрахан и, не знаю, и съеден, блин. И... Ворден, озаренный подстрекательство черни, повешен до смерти. Баса, одиночная камера, особое внимание. Не допрашивать, не казнить без особого разрешения генерала. Рут, озаренная варварская порча баронского имущества. Тарбер, озаренный подстрекательство среди аристократов, допросить, затем повесить до смерти. Живой один, озаренный, Тарбер, в седьмой и пятый. Ну, чем легче для меня. Всего два типка. Всего двух ушлепков спасти. Письмо озаренному. Милый Маркус, я боюсь за тебя. Посмотри. Майк, так, все хуйня, ничего не решили, какая-то незначительная хрень в пазухе носа и все. Дали диск с МРТ, будем искать врачей других, неврологов сначала. Ебать, колотить, нихуя непонятно. А это... Как, блин... Вообще ничего не сказали.
что за тупые врачи? А вот типа... Ну, слава богу, хотя бы так, но... Ну, врачи у нас, конечно, вообще опиздал те еще, хуй знает. Это куда ты ходил мне вот, какую там, типа, вот, клинику добавить, в черный список? Куда я, типа, ни за что не обращусь? Че это? У Майки просто головные боли давненько, около 2 недель. И он сделал снимок МРТ головного мозга. Ну и, короче, вот, показал врачам, сказали, опухоли нету, значит, все хорошо, но, тем не менее, они, типа, не знают, что вообще с ним. Ну, это пиздец. Подождите, я что-то письмо не дочитал. Боюсь за тебя, Орион кажется хорошим человеком, но Заря меня пугает. Я не хочу, чтобы ты путался. Точно нету, а то наши врачи. Ну, вот поэтому, ну, как бы вообще сомнительно, конечно же. Ну, хотя бы, ну, хоть какое-то лечение, там, рекомендации хоть дали в натуре. Эти головные мозги же, ну, как бы, головные мозги. Головные боли-то не прекратили же, наверное, по-любому. Не, ну, вообще, вот конкретно от пазухи носа, ну, вот, чисто меня, вот, например, вот, головные боли были от того, что у меня был синусит. От того, что у меня там был этот... Как эта хрень называется? Ну, короче, синусит это было более острое. А как он называется? Вот. Блин. Короче, слово такое забыл. Тухтя-та-та. Мунамкина. Вот это туга. Гниль, которая вот этот вот запах же был еще такой. Гайморит, вот. Да, гайморит. Family Clinic на остановке Дом пенсии. Минус Family Clinic, да. Family Clinic, короче, никогда не ходим, ребят. Друзья туда обращались, все норм у них. Меня посмотрела ухо, горло, носка, которая и сказала, что ничего по ее специфике нету. Чтоб болела башка. Чё? А неврологи чё? Ой, в пизду я... Вот, знаешь, что сделаем? Короче, вот, в принципе, в медцентре хорошие врачи сидят. Короче, идешь к своему врачу. Вот, пора. Я ей заплатил 1000 рублей, еще не... Пиздец. Ой, блядь. А за что ей, вот, интересно, вообще деньги-то давать-то? Ну она что вот тебе как помогла? Вообще же никак. Ну МРТ ладно, МРТ это еще окей. За МРТ можно заплатить, но ей-то чё? Она вот может сказать лишь то, что вот... Она по сути сказала типа, ну по моей работе нихуя нету. Давай 1000 рублей. Пенталгин Нео. Подождите. Подождите. Пенталгин Нео. Это вообще... Не кажется или... Слабо и умеренно выраженный болевой синдром различного генеза. Слабо, умеренно выражено. У тебя же там пиздец болит. Пазган не помогает, аспирин не помогает, мигрень может. Вот мигрень это, конечно, конечно, благо не это, не опухоль, но тем не менее мигрень тоже вещь-то хуевая. Но от мигрени вообще люди еще с ума сходят от боли иногда.
Мигрень-то хуевая хуйня. От него еще... Он, может, и голову как-то отморозил. Ну, типа, может, без шапки ходил. Когда таких морозов еще не было. Пенталгин, блин. Пиздец, Family Clinic, нахуй. Они, может, там все педиатры какие-то, типа, только с детьми работают. Не, ну если бы он ударялся башкой, то он бы связал событие удара с башкой с головной болью, я думаю. Так что нет. Дома сижу в основном, даже ноги еще не промораживал, всегда одеваюсь как псих. Тогда странно. Вот это и странно. Короче, идешь к своему участковому педиатру, терапевту, просишь у него, блин, как его... Бля, ну это опять же долго. Фигабас, конечно. Отмудоханный. Не, ну типа к терапевту идешь, говоришь, дайте мне направление медцентра, чтобы я мог там полечиться у нормального невролога. Я не согласен тут на здешний невролог. Спасибо, Гаррет. Мне толком ничего уж не там помогли чутка вообще сходить с никоим ума образом. начал. Жалел, что рядом нет Дженнивер. Да вообще засудить-то легко на самом деле за то, что не дали нормальной медицинской помощи. Хуйня какая-то вообще. Вот же сволочь. Еще и деньги взяли, блядь, Я вообще. всегда думал, что если кто-то ее и прикончит, то это буду я. Не хочет принимать А неприемные ты что деньги. задумал? Стоп. Ты же не повелся на эти байки про самое прочное Пиздец. хранилище в мире. Гаррет, послушай. Тебе за риск ведь никто не заплатит. Дело не в оплате. Это вопрос принципа. И, Гаррет, если выберешься живым, в смысле, когда ты выберешься живым, Охуеть. я буду в А покое Селены, клятву в Гиппократа Южном она, квартале. видимо, забыла, да? Не, ну серьезно, это хуйня какая-то. В смысле неприемный день? У нее что там, типа, какие-то свои личные проблемы, которые должны как-то влиять на здоровье пациентов, что ли? Ее личные проблемы важнее здоровья пациентов или как вообще? У нее, видите ли, блин, настроение не очень, что ли? Я не понял. У невролога настроение хуевое, да? Ну охуеть. Я бы ее заебал бы там на месте, серьезно. Я бы сказал, в смысле, блин, вы не понимаете меня? Я не понял, вы отказываетесь от моего осмотра или что? У меня головные боли, я спать не могу, нахуй. Вы о чем вообще? Где главный врач бы, я сразу спросил, что за дерьмо, нахуй, вообще? Я ебать там бугурт бы понял. Она с больничной... Порядки и эффективности. Она Если бы он лучше знал свой бог, он бы понял, что с это булочкой в руках стояла, из печеньки. Булочкой не разглядела, она с чаем решила пожрать. Классно. Ну охуенный врач. Узнай ее фамилию, имя, отчество, вообще кто она такая. Привет, Скар. Здорово. это очень плохая идея. Че, типа, пока дергать рычаг не стоит? Ну, в принципе, была плохая идея сюда лезть. Это точно. Пиздец. Это какая поликлиника? Это серьезно? С булочкой стояла и тебе отказала принимать? Даже с направлением срочно, типа. Че за бред? Ебать.
Я просто в шоке. Тут нужны отмычки побольше. Отмычки побольше. Первый код наверняка есть в записках Иствика. М, 30. 11:98. Не, ну я глубоко разочарован, конечно, вот в этом мне неврология. Листочек у меня в руках. Написано, что до часа нужно пройти. Я стоял около кабинета в 11:59 где-то и ждал, пока она подойдет где-то 12:15. А я она с булочкой приперлась. Хуй с ней. Пусть сдохнет таких же врачей, как и она сама. Не, ну, блин. Это какая клиника вообще? Какая клиника это? Где находится вообще? Кальвица? Кальвица? Или клиника Кальвица? Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница. Перекресток Бестужева. Свердлова 15, что ли, находится? Поликлиника номер 5. А, ну. Ну, нашел, да. Сейчас позырить диск, я же специалист. Короче, ты таскай с собой этот диск все время, когда идешь.
Ну, вообще, это поликлиника говна полного. Тут пишет. Короче, те, кто там пишут 5 звезд, это, видимо, друзья врачей, то ли чё, но люди тут в основном либо тройку ставят, либо однерку нахуй. И там типа... Ну, это в Тугисе. А там отзывы. У одного чувака вообще... вот человек написал: врачи или медсестры, будьте внимательны пациентам, как можете потерять результат анализов, придется опять заново весь день в очереди стоять. Ебануться просто. В регистратуре черт знает что, расписание только указаний, на завтра записаться никак, 106 кабинет даже нормальный диагноз поставить не могут. Просто уже... Просто ужас, а не поликлиника, написал один человек. 17 мая еще. Ставлю одну звезду, потому что невролог и медсестра в 242 кабинете ужасно относятся к пациентам. Не буду писать что да как, и так все знают. И так все знают. 242 кабинет. Просто невролог и медсестра. Ублюдки. Все в таком духе. Охуеть, блядь. И они типа продолжают работать. Самое смешное, да? Господи. Не, ну я живу же в этом же городе, понимаешь? Как бы такое. Так, стоп. Тридцать, 11, 98. Так, подожди, а почему он горит красненьким? 30, 11, 98. 30, 11, 98. А что если? Хотя нет. Сейф, что ли, я не открывал? Да, открывал, но шифр такой странный. Вот вторую сторону он не хочет этого. Тут красным горит. 30, 11. Подожди, а если... Ну, вот, 30 есть. И тут однерку. Я вот, типа, вот тут еще однерку. И тут вот 98 хотел в конце. Но видишь, в чем дело? Он не хочет дальше этого. Потому что... Он не хочет, и все. Я вот думаю, а может это как-то... Так, может еще где-то что-то написал? Нет, только шифр большого сейфа. 30, 11, 98. Так, 30, 11. Может 3,98 там. Конечно, немного странно будет. Крутишь 3, идешь обратно до нуля. Не, тут вот эти вот цифры, как его, сейфы немного другие. Тут тупо вот так вот цифры порядок ставишь и все. Вот такой принцип сейфов. 3.1.9. Блин.
Я выкупил, все, я выкупил. Тут 0. Я же выкупил. Гаррет, ты же знаешь, алчность — грех. Ты заслужил наказание за грехи. Но алчность мне знакома. Это порядок друг мой. такой. Я знаю Сейчас её расскажу, причину. в чем прикол Ты этого шифра. упростил мне задачу. Оставалось лишь заманить тебя сюда. Видишь ли, Какие преданные я охранники. знаю тебя лучше, Стражники, чем ты точнее. сам. Два бомжа каких-то всего лишь. Сейчас я их дубинкой. Утром ты будешь болтаться в петле, мастер-вор. Даже так тупо. Стража! Держите эту крысу-переростка! Почему до сих пор он не убил этого инвалида? Вот меня это очень сильно... Это беспокоит. Вот просто почему? Может, Басса был прав. Там должны быть по меньшей мере золотые зубы Трикстера. Я чувствую, что он смотрит на меня. А? Кто это сделал? Оу! На. Такие рафляные ребята просто. Господи. 26 золота. Ну, неплохо. Богатенький Буратинка был. Бум. Оу. Так, здоровье. Смотрите, в чем прикол. Там, короче, вот 30, 11, 98, да? Тут 1, тут 8 сейчас будет. Короче, первые цифры вот 3, 0. Короче, 3 вот идет на первую ряд комбинаций, а 0 ко второй. Ну, принцип такой, поняли? What the fuck? Что это за хрень? О.
Святущий маг. Вы, мерзкие дети, будете слушаться или отведаете хлыста? Иди сюда, Вася! Кругом боль, крики, больные и умирающие. Я не могу отгородиться от этого. Это больно, Гаррет. Чего? Но за всеми звуками слышится шепот. Иди за мной, Гаррет. Я открою тебе тайну. Когда растешь один, вырастаешь сильным. Нет никого, чтобы помочь тебе. Тупо интернат. И никого, чтобы поддержать. Или детский дом какой-то. Поэтому ты отпустил меня, Гаррет. Ты был мне почти Да он не как брат. отпустил, ты дура. Ты выскользнул из руки его. А ты станешь отцом? Собственная цена. Я пытался помочь, но ты не слушала. 31 выходной день. Ура! Я думала про тебя то же самое. Рад за тебя, Итрок. Рад. Я заставлю их замолчать. Я хочу заснуть, так как ты. Нордкрис, хочешь узнать, что произошло? Где ты был? Представил себе, короче, типа, Итрок на плантации. И ему говорят, Море что хранятся тайны, он которые может все отдохнуть хотят часок, и он забыть. счастлив просто. Счастлив такой. Ты хочешь Ура. меня спасти? Я могу отдохнуть. Тогда тебе не Единственный день в году, когда можно отдохнуть. 31 числа. Итак, Итрок, наступил твой день. 31 декабря. Это было неожиданно. Но во всяком случае, И твой я понедельник живой. Надо начнется вернуться в 1 часовую января. башню и всё обдумать. Да. Офигеть, вся башня рухнула и сейф типа нас спас. Мы были внутри сейфа, как Индиана Джонса внутри холодильника. Да. Я долбил их жестко. 9 на работу. Да. Витрина трофеев обновлена. 9 убийств. Да. Ну чё ж поделаешь-то? Такая судьба у ребят. Такая судьба. Я отправил их на пенсию преждевременно. Неисправимый. Да. О, нифига у чуваков. Рейв. Рейв. Вон там диджей рядом с петлей. Диджей Палач. И как весело, ребята. О, революция. Толпа озаренных вышла из-под контроля. Они убивают всех, кто не с ними. Таких, как я. Лучше им не попадаться. Привет, все плохо. Здравствуй. Блин, теперь новых чуваков убивать. Теперь озаренных убивать. Так, подожди-ка. Давай-ка пойдем к этому. К изобретателю. Может быть, у него новая ветка заданий открылась. Поздно уже. Кто там шевелится? И
все-таки здесь ничего нет. Я тебя видел! Какие-то джокеры, блин. Где этот якут? Да, он здесь. Где этот якут? Нет, шучу. Он побежал туда. Он побежал туда. Здесь нет. Того, кого вы ищете. Ты мне еще понадобишься. А А, пока я прошу не отвлекать меня. тайное логово якутов. Прикиньте, мой канал станет тайным логовом якутов. Где все якуты смогут чувствовать себя в безопасности. А ты чего? Когда зум возьмешься, ретро начнем стримить? Да не знаю, когда захочется. Пока же не хочется. Пока же не хочется. В том-то и дело, что я за ум взялся и перестал стримить Battletoads и прочее. Просто местами это не мое. И не так уж Нельзя есть воронов. Почему? сильно хочется иногда. Блин, бомжи какие-то. Осуждаю. Блин, сколько джокеров я положил. Пока двое. 2 джокера легло. И заглянул в чат, пытаюсь диск прочитать с МРТ. Оно еще нечитаемое. Весь в царапинах, еще прикинь. Так. Диск херово технологий. Технологии-то ладно, на врачи такие себе. Не очень. Нечего рассказывать, у нас небольшая киста, которая не влияет на мозг и, возможно, обычными таблетками рассосется максимум в следующем году, обратиться и все. Там же снимок дают заключение. Ну, киста в носу. Но это один хер плохо. Это как-никак гниение, все равно гниль у тебя рядом с головой. Непосредственно рядом с мозгом, короче. Оно есть. убил за чашку кофе, а? Он бы убил за чашку кофе. Давно этого ждал. Поэтому это один хер надо быстро убирать это дело. Вот у меня синусит был. Это по сути как киста, но... Ну, короче, он побаливал тоже иногда. Короче, там спицу берут и протыкают нахуй. Прям, короче, хрящ пробивают. Там, ну, типа кость, короче, пробивают. И все. И оттуда, получается, они вычищают прям. Да ты обалдел, блядь. Вау. Есть немного заключение какая-то, которую посмотрел около горлоноска лорка и сказала, ничего не знаю про головную боль, все, что касается ее направления, все чисто со мной. И тех другим врачам мне это не говорит. Но подожди, киста это же все равно. А кто поставил? Ладно, подожди. Ну ясно, короче. Они просто, можно сказать, послали тебе
сказав, что... А хуй знает, откуда те головные боли. Вот так вот. Все понял. Тупо все ясно. Короче. Скорее на образование глянули. Мне кажется. Что-то мне так кажется. Ну, слушай. Главное, что серьезных каких-то заболеваний нет. Конечно, дискомфорт вызывает то, что у тебя сейчас есть. Но это уже хотя бы не это. Не то, о чем мы думали. Будем честны, так сказать. Между собой. Не самое худшее, что мы предполагали. А почему? А? Так, погоди-ка. Камера так смотрит. Вот, а вот один бат. Так. Да. Покой, сирена. Мы на месте. А, Бас тут чилит, я понял. Баса, ты почти похож на человека. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука. Свербит. Как и чувство гордости, Коп небось. стрим. Этому засранцу еще воздастся старицей. Помоги мне кое с чем. А? У тебя лодка еще осталась? Я бы на твоем месте снял здесь комнату. И кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Это насчет Эрин. Только у меня второй стример молчаливый, но жутко симпатичный. Нужно попасть в приют Мойры. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. Иногда вот когда мы так сидим, подумаю, типа, закосплеить бы Мандалорца малышем Медой. Одеть какой-нибудь шлем и все. А тут и мушки приделать, и зеленкой обработать. Шучу, конечно, но... как бы это мило смотрелось. Это было бы очень, очень мило. Внутренняя увеличит максимальную забат концентрации здоровья. Короче, попей на всякий случай антибиотики и отдыхай нормально. Так, если голова болит, не один день, надо сутками лежать без внешних факторов раздражения. А не у компа торчать, травку попей, то есть все. Ну, вообще... блин, ты, наверное, забыл, да, все-таки спросить насчет... снотворного. Ты знаешь, где меня найти. Снотворного ебани, я думаю. Дай сервер факторки, все зайдем поиграем с подписчиками. Вы вернулись! Великолепно! Хорошие вести, мистер Вор. Я знаю, где находится еще один пропавший экспонат. Ну, не знаю. Хорошо. Значит, я тебе не нужен. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, сэр. Майки слышал, Я разве похож что говорит, на того, Ретта не кто хочет темной стримить? ночью гуляет Да, по запретным не хочу. местам?
Нет. Ну, по сути, Вы тут смотри, нужны какие игры у мне. меня. У меня тут игры Найдите знаменитого тупо доктора. по теме ретро. Октакутик. Много так чего было. Да, Кстати, поразительно все плохо. упрощенная ошибка Майки, вы же природы. можете С первого взгляда зареквестить игры. кажется, будто это обычный Это временное помешательство. 8 лап, сэр. Представляете? 8 лап. Нет. Сэр, верните мою ошибку природы, мистер вор. Мои монетки просятся в ваш карман. Вы же можете одну игру зареквестить в ролл-лист. И он, возможно, выпадет. Виталий хочет, чтобы я нашел и вернул ему удивительный экспонат. Октокота. Кот восьмилапый. Ходит слухи, что его заполучили некое коллекционеры реверс. О, О, сэр, берем, конечно. Вы настоящий джентльмен и эрудит, апологет ярмарок и развлечений. Октокот, Апологет. похоже, попал в чью-то Октокот. частную коллекцию. Октокот. Около башни между Стоунмаркетом и Риверсайдом. Ясно. Октокот, пацаны. Тупо, блин. Осьминожный котяра. Любопытно, любопытно. Следует проверить это. Так. Ну, с октокотом что-то далековато. Сначала разберемся с основной целью. Голума находил? Нет, кстати, еще не было голума никакого. Так, ну-ка. Из-за вмешательства генерала я чудом сбежал из крепости, моя рука тому порука. Но обнаружить в большом сейфе осколок камня при Мале было неожиданностью. Я не вспомнил о нем с того несчастного случая. Я не вспоминал о нем после того несчастного случая. Вообще трудно о чем-то думать, когда кругом призраки озаренные. Что там сказал Эрин в моем видении? Иди в приют Мойры. Прочь с безумных улиц на остров безумия. О, походу, вот он, вот это, как его, хоррор уровень. Блин, ребята, сейчас будет хоррорный уровень, походу. В приют идем, заброшенный. Ты готов? Я готов. Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да? Ну а я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай. Зарядка тебе не помешает. Не, ну Баса тупо нам обязан жестко. Мы ради него в крепость пошли. Вызволили чувака просто. GTA San Andreas есть желание пройти? Проходил уже. Там, кстати, есть также список пройденных игр. Я его совсем недавно проходил. GTA San Andreas. Было весело, прикольно. Удовольствие я получил. Было классно. Проспал, да. Можешь в Vice City, кстати, тогда. Блин, в Vice City можешь, да. Какая связь между Эрин и Мойрой? Прога для просмотра МРТ, да, Ты веришь диск в один привидения? раз запустил, заглючил, теперь не Духи. запускается. На стимке есть сосуд. О, Но когда мертвые класс. возвращаются и донимают живых людей, карает их за Ты грехи. думаешь, Эрин к тебе так вернулась? Не знаю, наверное. Да самое забавное то, что Эрин не должна нас карать как бы. Мы ее пытались Я спасти. помню, При всей ее тупости. Он Эрин прям была. кинулся за ней. За руку потом схватил. какой-то взрыв. Но у нее рука такая жирная, масляная была, что она выскользнула просто Эрин и погибла. упала на кристалл. Никогда этого не забуду. Ну, скорее не умерла она, А мне все кажется. остальное Она просто превратилась во что-то. Ай, Гаррет, брось. Не знаю, во Я что. же знаю, ты не стал про- бы тупо рисковать исчезла жизнью же. этой девахи. Она сама накликала беду. Басок правильно говорит. Бас сечет фишку просто. Тупо шарит. где-то здесь. У меня вен в башке всяких, похоже, Я больше, чем это на... чувствую. Ну, Со конечно, времен да бунта везде здесь вена. воцарилась странная тишина. Кто-то из пациентов Это ж не тупо сбежал. кожа и череп. Несколько лодок приплыли сюда. Ни одна Нервов не до хера. вернулась. Куча. В одном зубе ты знаешь, сколько нервов? Не Херища. знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь начеку.
Сам не стань призраком. Там он на глаз Я и умер. так был призраком всю жизнь. Блин, мне когда зубы удаляли, точнее не удаляли, а лечили. У этого острова уже очень давно плохая репутация. Найду ли я тебя там? Нет, там вен, 4 сосуда идут из шеи, там бывает тут опять сидящий образ жизни, жесткие травмы или хондрозом защемляет. Да ты ж, ну блин, чувак, ты ж не врач, ты ж не биолог, ты ж не знаток анатомии человека. Ну, я это, конечно, так сказал, возможно, ты таким и являешься, но тем не менее, как бы кровь-то пойдет везде и всюду. Сосуды и, значит, эти, какие всякие разные эти есть, где кровь течет. Блин. Ну, конечно, вены бывают разные и тому прочее. Блин, вообще стоило бы изучить анатомию. Как бы свое тело знать надо. Блин. Внезапно, да? Мы так мало знаем о своем теле. Это я возьму. Приют Мойра. Ее мечта, воплощенная бароном, основан в 459 году нашей эры, видимо. Что значит ГН? Не знаю. Посмотрим-ка. Не выкидывай, не выкидывай, не выкидывай, посмотрим-ка. Жесткая игрушку хочет выкинуть. Ага. Всё. Не выкинул. Хо-хо-хо. Дверь сама открылась. Что-то игра прям это. Внезапно становится страшной. Ладно, меня кто-то ждет. Или хочет быть страшной. О. Тебя тут не место. Эри? Это приют проклят или я? За что ты здесь была? Да что ты здесь была? Женское отделение. Начнем отсюда. Кто-то смог удержать тебя под замком, Айрин. Так, журнал посещений. Сейчас бабайка выскочит. Маленький Юда надует подгузники. Да, подгузники есть, слава богу. Пациентка номер 63 приняла лорда Аберкромби. Нет посетителей. Пациентка 18 приняла своего покровителя. Так-то свежие посещения. Кстати, надо новую серую чекнуть, годный сериал вроде. Да, хороший. Мандалорец классный. Уже 6-я серия вышла, надо посмотреть. Последнюю я только 5-ю серию смотрел. Так, нет туда. Ну ты что? Что хочу? Чё? И жирафик надоел, что ли?
Киньте на душ. Я сегодня дошки-то поел нормально. Можно на потом. На дошке. Я похож на того стримера, на которому нужен дошик. Он уже ел сегодня дошик, хватит. Кстати, купили себе дошик там? А то там дошик или ролл там. Так, попробую мелкого положить еще. Вроде он норм себя чувствует в плане веселости. Ой. Да, елка стоит. Ой, блин. Жалко меня вот вебка, да, она такая. Типа не показывает всю красоту елки и тому прочего. Но могу описать лишь то, что он типа золотистого. Ну, в основном, короче, вот бантики, лента, вот эти вот ленточные шарики, они все золотого цвета. Киньте дано. Ну и получается гирлянда теплого цвета. Ну ничего, так классно смотрится, если квартира светлая, типа белого цвета, все в основном. Тогда очень даже хорошо подходит все. Но просто иногда скучаю по разноцветной гирлянде. Знаете, вот там, чтоб синее, красное, хотя бы 50 рублей. Да. Сколько нынче елка стоит? Страшно спрашивать, как никогда не было. Надо хоть раз купить. Каждый год, может быть, последним все дела. Мы, кстати, заказывали через интернет. Там, короче, есть одна такая женщина, которая вот скупает вещи там за рубежом, по-моему, или откуда-то, короче, по дешевке. И обычно у нее закупают... она, получается, закупки все эти делает по оптом. Она там, короче, в каком-то сообществе состоит, то ли что, короче. И она вот получает иногда вот что-то всякое такое. Ну и вот. Вот эта елка сколько стоила? Елка в кассе-то? Вот эта елка 5000 стоит. Высота хорошая, кстати. 180 сантиметров. 180, по-моему, да. Вот сейчас вы елку высотой 180 сантиметров ну только за 10, наверное, найдете или около того. Но за 5 я вот сомневаюсь, что вы найдете такое. Так что вот пока не поздно. Если прям сейчас хотите купить елку, то лучше сейчас вот что-то такое вот закупки или что-то в этом роде. Там типа... Сейчас уже нет-то. Новосибирск. А мы когда покупали? Примерно какого декабря мы начали двигаться? Большая она такая себе. Не, ну, кажется, что такое себе, но на самом деле она такая праздничная. Чувак. Прям офигенно. Так. А это тема, когда за час до Нового года скидки не громад. Да. Ну,
Мы, короче, после 20 числа начали двигаться, и тогда уже не было хороших елок, понимаете, в чем дело? То есть последняя сейчас неделя у вас остается, у кого сейчас нету елок, лучше сейчас уже, ну так, двигаться. Сейчас должны быть нормальные елки за хорошую цену. Так, Хаксли, я обратил внимание на твои частые отлучки. Я знаю, что смены в воспитательном отделении давят на психику. Но мы должны сделать все от нас зависящее для нас заботы о самых тяжелых пациентах. Также заметил, что ты хромаешь. Попроси доктора Штедмана тебя посмотреть. В присутствии нашего покровителя все медсестры должны быть в идеальной форме. Ну, скорее всего, я думаю, что дороже будут. Дороже. Возможно, есть такие безумные вот продавцы, которые, не знаю, которые будут маячить где-нибудь там, торговать елками, прям где-нибудь на площадях или вот в таких вот местах, вот прям на видном месте, чтобы ты, проезжая на автобусе или на машине, там просто заметил их и типа увидел, ни хрена себе, они что, елки продают, типа? Я думаю, такие должны быть. Ну прям коммерсанты. От мозга до костей, которые. Да-да-да. Вот. Думаю, такие ребята есть. И они, в принципе, выручают таких ребят, как... не знаю. Ну, таких ребят, которые вообще не поспели, не успели купить елочки, но вдруг захотели, типа. Это меня, типа, должно было напугать? Вот. Мне еще вот, знаете, что привлекло? Вот в плане елок такая история. Для него? Так. Сейчас ключ от женского отделения перемещен на мой стол в мужском отделении. Танцовщица прокралась к столу, украла ключ и дразнила им лингвистику. Если ключ вам нужен, что едва ли, приходите ко мне, когда я на вахте. Доктор Штедман. Так важен. Нифига себе там написали. Так, сейчас прочитаю, что там. Так. У меня знакомые уже ехали жить в другой город, но они родственникам по осени. Кто упадал в снег и бил первый мороз. То поехали в лес и рубили елки. Заворачивали мешки и на улицу до Нового года. Потом к Новому году достают эти елки и устанавливают дома. Просто охуительно. Даже шишки трещат круто. И запах елки. Меня пару раз такими елками угощали. Вау. У нас ментовки елочки посажены каждый год. 3-4 спиливают. Вот экстремалы. И Паш донатик. В прошлый раз тоже не смог. Да что за хрень с донатиком? Ну, вообще, я вот как раз таки вот на тему живых елок, короче, хотел рассказать такую вот штуку. По-моему, это... так. Шведы, по-моему, или норвежцы, точно не помню. Придумали такую офигенную штуку, как прокат елок. Вот. Короче, там у них целый такой... как называется? Ну, магазин на улице. Они, ну, там елки стоят прямо в этих горшках. Живые, в горшочках. То есть тебе дают елку. Ну, ты даешь деньги, там, типа, допустим, ну, символичную сумму какую-то, я точно не знаю. Ну, скажем так. Вот сколько бы вы были бы готовы отдать за прокат елки, типа, на один вечер, там, допустим, ну, 1000 рублей или 1500, да? Отдайте вы 1500 рублей. И получается, потом его возвращаете, там, допустим, ну, и 10 января или 8 января. Типа, 20 декабря вы его такой берете. На один вечер 100 рублей. Ну, да, в таком духе. В таком духе, короче. То есть вы на тот момент, когда вы забираете елку, вы за ним ухаживаете. И потом возвращаете его живой. Но если же он у вас сдохнет, ну, тогда за полную сумму заплатите. Такая вот договоренность. У вас хранить ее можно. У нас все равно температура прыгает до минус 30 до нуля. Она сыпется до Нового года. Не, ну это если ухаживать, не знаю.
Возможно. Мне невыгодно, как тогда моя елка стояла. До мая, нифига себе. Так. Чё там не пашет, кстати? Шо тут не пашет? М. Скар, а там что он пишет? Типа на страницу отправки типа попасть не можете. Ошибка операции попробуйте. А, да, в таком духе. Блин. Даже не знаю. Ну, тогда ща. Попробуй-ка я себе отправить донат. Я вообще никогда не отправлял себе донат. Сейчас бы себе донат отправлять. Так. Ну или я могу не заморачиваться этим дерьмом и просто перенаправить на другую страницу. Так, сейчас. В прошлый раз я тебе на карту сразу отправлял, тоже не получилось. Список себя только добавь. Так, сейчас. Походу сейчас отопление вообще на максимум стали подавать. Сейчас так тепло стало. Топ-донатером. Ну это грустно. Это очень грустно. Быть самого себя топ-донатером. Какая разница, кто откуда? Я даже цыганку нормально знал. Всякие бывают. Цыгане так-то хорошие люди, но вот бедные из-за них. А вот бедные из них это типа не очень. Понятно. Так. Так. Так, давайте-ка посмотрим. Допустим, я сделаю сейчас вот так вот. Ну тут спорно, по-моему, бедные самые щедрые люди. Да, ну это уже тупо от человека зависит. Там, ну типа люди разные, они совершенно. Тут как бы да. Это такая тема, которая, ну, по-всякому может быть. Типа, люди тупо разные бывают. Короче, Streamlabs там оставил. Может быть, Streamlabs'ом получится. А Donation Alerts, наверное, что-то там, короче, гонит.
Откуда у вас бомжи? Они же... Ну... Да, есть такие, которые мерзнут и умирают. Типа вот зимой. Но в основном они вот сами попадают, стараются попасть в тюрьму или там, не знаю, в изоляторы. То есть они вот намеренно крадут что-то, вот стараются что-то вот такое вот сделать. В основном постараются они, получается, либо велосипеды, либо утепленные гаражи там. В основном телефоны. И потом максимально тупо попадаются там типа вот там патрульно-постовой службе. Вот. И у нас есть теплые тех этажи, они туда проползают и живут. Да, в тех этажах тоже живут. Ну а некоторые, кто вот получается, ну типа, у бомжей также есть свои там типа изгои, так знаете, которые не прижились вот комьюнити бомжей. Вот они вот не найдя другого выхода, кроме как типа попасть в тюрьму, иногда совершают такое дерьмо. Блин, комьюнити бомжей, это, конечно, жестко. Попрошайничать бухают, да. Не, ну у них там реально комьюнити прям, ну, ты, типа видишь, они там такие ходят, такие. Братан, здорово, там во всяких там этих автовокзалах. У нас в автовокзале просто тьма этих комьюнитименов. У нас в теплотрассах живут и гетех узлы. Ну да. Вот такие вот ребята. Короче, настроил. Не знаю, сработает, надеюсь. Продолжим. Придется пойти до конца. Идем до конца, Сугубо ребят. добровольно, разумеется. Комьюнити как его? Кармик. Не знаю. Но комьюнити, оно всегда такое, разное у всех. Я вот просто не знаю, какой комьюнити у Кармика. У нас в тепло, да. Комьюнити. Интересно, как нас напугать постараются в этом уровне? Оно ж типа страшное. Голоса. Голоса становятся все громче, когда я подхожу к ней, они начинают кричать. Мои руки так трясутся, что я не могу расписаться в журнале. Что я творю? Мои волосы, мои ногти, мои зубы. Я словно распадаюсь на части. Я не могу больше спускаться туда, и я не могу это делать. Доктор Штедман поймет, я все объясню, и меня переведут обратно в город. Все будет хоро. Не успел дописать, наверное. А интересно, а есть стример-бомж, который из своего укрытия стримит топовый бэкэнал бомб? Если нету, я думаю, что будет легко. Вполне себе может быть. Или какой-то хер такой проект замутит. Он просто типа отдаст челику этого бомжу телефон, будет кидать туда деньги. Если, конечно, бомж не тупой, то он не сдаст свой телефон в ломбард. И, короче, будет... Ух ты. Ручонки были с решетки. Ну и будет стримить как положено. Ну вот, знаешь, в чем фишка? Бомжи-то они в основном люди-то... Бывают, конечно, у них умные люди там и прочее, даже мудрые, но в большинстве своем они тупые. Тупые алкаши и идиоты. И полнейшие эгоисты, я сразу говорю. Ну, тупо по опыту знаю. Вот, и... Был же проект, там бомж из Якутска в Москве жил. А, да? Проектов полно уже было на ютубчике, когда бомж камбэкали. Когда бомжа камбэкали в обществе. Все началось с бомжа Якута. А, нифига, да? Нифига, я не в курсах таких вещей. Просвещайте потихо. Ну вот, тут обидно. Одели то все, зубы сделали, и он помер.
Окей. Умер потом. Не, ну это, конечно, грустно, но... Если узнать подробно, какие обстоятельства, при которых он умер, вот там да. Набери в ютубе бомж Женя Якут. Так, F5. Бомж Женя Якут. Кстати, через Streamlabs работает. Я вот вот там. В описании панели там, короче, там где донат скинул. Могу еще вот так вот кинуть. Может, будет работать. Не знаю, тупо как альтернатива просто. Так, YouTube. Бомж Женя Якут. И бомж Женя Якут умер просто. Только 2 результата. Женя Якут. 70 тысяч. Так. Ща. Да потом посмотришь. Так. Хорошо. Не, ну я быстренько... Просто, получается, гулял и сдох где-то в Москве, да? Просто был доставлен неизвестный мужчина. Без документов в один из моргов Москвы. Грустно, конечно. Не знаю, как так получилось, но... Наверняка он был пьяный или что-то в этом роде. Или... Скорее всего, напали. Это ж Москва, огромный город. Я вот, в принципе, рад жить в Якутске в какой-то мере. Но в плане того, что здесь ты все уже знаешь, и уютно тут все. Все рядом. Все ориентиры тут просто... Блять. Нихуя себе. Напугали. Не думаю, что меня смогут напугать, но напугали. Беспорядки в столовой. Доктор Стедман. Хантвилл узнал о небольшом переполохе, который случился на столовой прошлой ночью. Он расхаживает довольный как индюк и говорит, что скоро пациентка номер 17 будет окончательно передана в его распоряжение, потому что вы пренебрегаете профессиональным долгом. Я не удивлюсь, если это он подготовил пациента номер 79. Держите с ним ухо востро. Если ему не терпится наложить свои лапы на новую подопытную пациентку. Письменные принадлежности можно использовать только под строгим надзором. Письменные принадлежности выдаются только пациенту, способным четко объяснять свою цель. Металлические перья пациентам не выдаются. Самовыражение не считается формой когнитивной терапии. А? Ты капсети? Кто запрещает? Он кибата баркавстан. Он кибат.
У них у всех одна отмаза. Приехал на заработки, потерял паспорт, без паспорта не могу ехать. Зато другие без копейки по всей стране, если не по миру путешествовать, ничего. Не показываю задницу в камеру, осуждаю. Да, уж подпустники нормально. Где? Так, одна женщина вообще кормила ребенка грудью во время стрима, ну это вообще край, я думаю, был. А ребенок в подгузнике-то это что? Ну типа тоже естественно, господи. Я думаю, Twitch за такое банить не станет. Или чё? Или чё, я не понял. Или ничего скажут. Типа я типа вот у меня мелкий мужчина, я тоже мужчина, и мы типа поддаемся осуждению, что ли? Да я шучу же, да. И кормить тоже, думаю, можно. Ну это да. Ну я просто пример привел того, какая политика у Твича вообще. Не то чтобы я типа был возмущен. Нет, просто говорю. Ну ты вот посмотри. Да что такое? Да. О. Мне вот любопытно, как они потом, когда подрастут, будут смотреть на такие, ну, на старые записи. Как мы вместе время проводили. А? Что ты скажешь? Что ты будешь писать, говорить мне потом? Не знаю. Ай. За ремонт выплатил кредит. Записи-то стирают. Не YouTube же. Выплачиваю? Потихо, да. Там не полностью еще. Там еще как бы осталось. Еще осталось. Блин, у меня сколько лет еще осталось отдавать. Короче, откладываем деньги там иногда на выплату кредита. Вот чтобы записи не стирали, я вот в яркие моменты, короче, перевожу записи стримов на Твиче, а потом эти яркие моменты перевожу на YouTube. Ну, обычно иногда вот я дико уставший бываю после стрима. И вот яркими моментами иногда да не занимаюсь. Вот, например, прошлый стрим, ну ты че такой рукастый? Ну прям как реально малыш Йода, который вот в сцене 5-й серии там Мандалорец сидел с этим мелким, а тот все тянулся к одной кнопке и не переставал это делать. Так. Ох. Так. Там что записка? Подожди. Эй, мелкий. Можешь сидеть как-то мирно или стоять? Так, давайте-ка я сейчас немного настройки поменяю. Да все равно политика может в любой момент поменяться. Контента много. Если уже сам YouTube хочет поубавить канала. Это сколько контента хранить и обслуживать. Это да. Но у них как вот... Чем YouTube хорош? Тем, что... Не знаю. Там у них вот это вот
Алгоритм, вот, алгоритм у них работает. И там не надо каждому человеку там что-то делать. То есть модератор отдельно каналом заниматься. Черт. Так. Тихо. Вах. Может, здесь остались какие-то записи, из которых можно узнать больше. Тут чё? Как же он тянется к проводу. Дайте нам цыпленка. План цыпленок. Сейчас будет осуществлен. Цыпленок идет. Шоскобраслет. Яйка. Посуди. Так. Они как будто в спешке убегали с этого приюта. Такие разные эти дорогие вещи остались. Походу голума везде. Тарлоу, доктор Хантфилд, кажется, заразился какой-то безобразной болезнью. Ему было трудно стоять прямо, не говоря о том, чтобы оперировать. Он попросил меня осмотреть его, но, увы, я сразу ничего не нашла. Разумеется, он обозвал меня ошибкой природы, поэтому, когда он повернулся, чтобы уходить, я не сказала ему, что сзади он полностью облысел, а его левая нога подкашивается при ходьбе. Облысел. Нога подкашивается при ходьбе. Прямо как кот хочет уронить это на игрушку. Оценка номер 18, ну-ка. Оценка номер 18. Удивительное существо, когда она не под действием успокоительного. Она кричит о 1000 голосов и мечется с такой силой, что нам пришлось утроить количество ремней. Обычно она призывает кого-то проснуться, но пока не ясно, кого именно, видимо нас. Я несколько раз приводил в процедуру пациента номер 22, чтобы он понаблюдал их реакцию друг на друга. Он не трогал ее, но стал буйным, как только его вывели наружу. Я очень надеюсь, что Нордкрест позволит мне вскоре попробовать мою новую методику опроса больных. Я спроектировал для этого особое устройство. Будет жаль, если оно заржавеет только потому, что Элиас боится пролить немного крови. Кто-нибудь сбегает за вином для Эдвины? Она уже
Ха-ха. Бабусь. Для Эдвина. Вино для Эдвина. Уроки. Уроки душевного равновесия. Повторно успокаивает. Повторение успокаивает тревоги. Отсутствие стресса ускоряет выздоровление. Шум — враг хорошего самочувствия. Послушание — первый признак выздоровления. Ну... Супер просто, как будто бы. Вы знаете. Рецепт душевного равновесия очень прост, судя по всему. Где? Батте. Батте. Гуду. Бассади. А. Ну ты посмотри. А чё музыка такая тревожная? Как будто бы кто-то бродит, знаете? Иди поищет нас. Как будто бы... Нет, не дергай. В прошлый раз это плохо кончилось. Не надо. USB провод не дергай. Ага. Атаку! Атаку! Так, еще одну кнопку забиндим, чтобы играть одной рукой. Опа! Взаимодействовать. Отменить действие. Мак. Терапия жаром и холодом. Основной симптом, о котором в последние дни сообщают санитары, меланхолия, в которой есть одно простое действенное средство, а именно воздействие очень высокой температуры на влажные слизистые участки тела. Что касается сухих участков кожи, то при неподобающем возбуждении плоти помогает последовательно погружать пациента в емкость с водой, близкой к температуре замерзания, дабы кровь отлила от налитых ею частей тела, и пациент вернулся к благопристойному виду. Высокая температура на влажные слизистые участки тела. Это как? Это типа в подмышку, что ли? В рот? В пах? Зачем?
Блин, страшное время, да, прикиньте? Время освоения медицины. Типа только освоение научной медицины. Когда любой придурок мог всякую херню придумать и сказать. Типа, а это наука, блин. А я вот, типа, хочу проверить теорию. Лол. Чё? Сегодня будет холодно. Сегодня все изменится. Ничего себе. Вот это поворот. Блин, случайно нажал. Оу! Черт, теперь бы как-то... Ладно, хотя бы так. Ага. Ладно, подойду. Хуже спотел.
Так. Все, я встрою. Я не могу остановиться. Кого она не может остановить? Спасибо. Как это вежливо с их стороны. Открывает, неси двери. Все палаты осмотрим. Что-то палево какое-то. Огни какие-то. Так. Записки соглядатая. Пациент номер 14, стражник, замечен за подсматриванием в окна и слежкой за незнакомыми людьми. Помещен в одиночную палату. Тупой извращенец. Пациент номер 53, пекарь, жалуется на то, что у него горит кожа. Проходит гидротерапию. Пациентка номер 63. Танцовщица, убийца, мучающая пациента номер 79. Бесстыжая развратница, регулярные сеансы у Хантфилда, терапии неизвестна. Ну понятно, какие у них там терапии. Пациент номер 31. Архивариус, неконтролируемая клептомания. Сеанс шоковой терапии. У нас вот неконтролируемая клептомания. Клептомания, это же, да, клептомания. Пациент номер 22, отец герцог, считается очень опасным. Связан с покровителем. Самый загадочный тип после номера 18. Надо узнать больше. Номер 22, пациент. Так. Смотри, я сплела венок из белых мак для ее темной головки. Как же нас бати туда зайти? Подождите, я сначала тут везде смотрюсь. Ясно. Видимо, сможем сюда пройти только после того, как побудем в этой комнате. Так, что это у нас? Записи о пациентах. Так. У пациентки номер 79 усиливается бред демонов под углам. Для успокоения рекомендуется когнитивную терапию с доктором Штедманом. Ага. Пациент номер 14 опять пытается ковырять дыры в стенах. Переведен в 7М с выговором. Советую не давать вилок и ножей во избежание рецидивов. Пациент номер 49 переведен с 3М в 4М. Эпизодический шум вызывал беспокойство пациента номер 16, отчего тот кричал с разными интервалами. Так, пациент номер 78 упорствует в том, что она нормальна и находится у нас по ошибке. Если ее бред продолжится, рекомендую лоботомию. Вау. Я нормальный. Лоботомию ему. Ужас, это же кошмар оказаться. Психбольница того времени. Ужас, это что-то... Смерть. Пациент номер 45. Доказательство того, что
Эта процедура имеет огромный потенциал. Доктор Ханфилд все еще заблуждается на тему того, что он руководит всем приютом. Советую ему спуститься с облаков и прекратить советовать всем лоботомию, когда я не на дежурстве. Пиздец. Всем советуют лоботомию. Ужас-то какой. Так, можно вернуть, кстати, настройки. Очередная вспышка агрессии. Все пациенты демонстрируют повышенную агрессивность. В прошлом году у нас были похожие инциденты, когда пациентка номер 18 находилась в центральном изоляторе. Но они прекратились, как только ее перевели в исправительное. Теперешнее поведение больных настораживает схожими тенденциями. Пациент номер 82 зарычал на меня, когда этим утром я принесла ей завтрак. Ребенок просто не может издавать такие звуки. Ну, типа смата. Мы можем только продолжать оказывать им необходимый уход. Я отказываюсь отправлять пациентов на живодерню в Ханфилду. То есть они прям все зверили, да? Походу, все голмы полезли отсюда. С психбольницы. И, видимо, Эрин была сначала здесь. После того, как она вот упала на кристалл в начале игры. Да, с тобой шутки плохи. Так, перевод пациента. Я вынужден подтвердить, что пациентка номер 18 будет подвергнута процедурам в комнате 3F, как вы и опасались. Я думала, мы навсегда закрыли двери в этой комнате страха много лет назад. Субъект предназначен для отборочных экспериментов по указанию самого барона Нордкриста. Это последний раз, когда я сдаю туда пациента. Больным нужны врачи, а не мясники. Дальше эту пациентку будет вести Ханфилд. Мне жаль эту девочку Тарлу. Надеюсь, в своем безумии она найдет свое счастье. Найдет счастье. Сестра Аубермил. Что ты натворила? Покажи мне. Нормально так толкнула. История 3. У приюта Мойры хватает своих проблем. Постоянно налетающие порывы береговых ветров создают меланхоличную, болезненную атмосферу, от которой избавлено здание, находящееся в черте города. Также вносит свою лепту сквозняки и другие неудобства. Тем не менее, персонал приюта всегда приветлив и дружелюбен, чем заслуживает всяческие одобрения. Но самое удивительное то, насколько плодородна земля вокруг приюта. Здесь сохранились многие дикие растения, от которых больше не встретишь в более привычных нам цивилизованных местах. Ох, прогружается новая локация. Прям лаги. Конфиденциальность. Следуя дальше, вы принимаете соглашение о секретности. Экспериментальные методики остаются в собственности их владельцев. Любой увлеченный в использовании этих методик будет осужден как преступник в соответствии с законом о медицине 830 года.
Алло? Честер, когда? Пока го. Просто пока берег. Хайагна. Onun link yapıştırgın. Ладно. Какой? Bir birden can balıktı. Hep çemberiyorum. Именно Честер города, он никого другому, да? Советую даешь. Требует имбат. Требует имбат.
Так, вернее, ждем это цифровой, то сертификат перестреляем, потом 1 января. Уверен, Кирим документов. Курсы Питердафен. Хорошо, Хэпче, Итерам. Итерам. Хэппи дятам. Итерам. Ай. Так. Спокойно лежать собираешься или нет? Косметонный. Косметонный. Маленький. Косметонный. Фух. Так, все. Теперь на месте. А чё все вдруг замолчали? Что за молчание на эфире? В эфире. Так, так. Чё вдруг ради молчания пошло? А? Карты да нет? Ибо стрим включен. А, все понял. Извините. Тогда не буду вам мешать, ребята. Буду читать всякие тексты на фоне. Так. Продолжаю подбирать шприцы всякие. Ждем. Я на месте. Так, идем дальше. Что-то тут прям шумно становится. Народу до хера что-то. Так. Шорткат открываем. Ой, ну ты посмотри.
Так, что это такое? Да. Лежит всякое тут везде. Увеличительное стекло в шахте лифта. Почему он идет? Он прям идет вперед сам по себе. И почему, когда я нажимаю Escape, игра тупо сворачивается? Так, много вопросов мне возникло. Игра дико глючить начала вообще. У нас проблема с заключенными! Так, где же, блин, настройки менял? Какого хрена? Надо установить по умолчанию. Либо. Все мертвы, все мертвы, кроме теней. Их Тени? унесли тени, тени голодные, с тех пор, как она ушла. Там они изменились в темноте. Нельзя, чтобы тени разбегались. Растеклись как масло. О! Человек. Но я к нему попасть не могу. Я могу только лишь подсматривать. Кнопки не работают. Нажимая на них, ничего не происходит. Почти. Так, 3F, вот он. Эти двери не открываются. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Так, стойте, давайте-ка я игру перезапущу и сохранюсь. Она что-то дико тупит. Дико тупит. Прям страшно тупит. Что-то с ней не так. Видимо, то, что я часто сворачивал или что? И может такого будет достаточно? Загрузиться просто. Ага. Да ты за... В смысле? Почему? Он сам лезет. Автоматом. Я понял. Да, игру просто перезапускаем.
Что за дерьмо? Почему? Так, пойду воду себе налью. Ну, давай. Что ты долго запускаешься игры? Все отлично. Так, записки беглеца. Итак, Эйвери, уходи по-тихому, не обращай внимания на нефть и стекло. Они для твоей же защиты. Зажги факел и жди меня в доках. Я не знаю, что это за твари, но если кто-то из них тебя увидит, подожги ублюдка и драпай. О, огненные стрелы мне понадобятся. Пит. 14 декабря 41. Сделай мне одолжение. Лифт в исправительное сейчас открыт для всех. Кто угодно может спокойно войти туда и поехать на закрытую территорию. Установи, пожалуйста, замок не только ради безопасности тех, кто находится в исправительном. Это для всех пациентов приюта. Что если кто-нибудь из подопытных Хантфилда вырвется? Пациенты верхних этажей будут беззащитны. Уже есть тут много этих записок, конечно. 42 на 42 записки в одной этой локации. К примеру, в прошлой локации было всего 2 записки, или там позапрошлой 6, или что-то в этом роде. Ну, короче, цифры вообще безумные.
Блин. Беги, что за скрытая ловушка такая? Ибо ответ на все 42. Обуздание Примали. Летал по обузданию Примали, потерпел страшную неудачу, но возможно еще есть надежда. Энергия вошла в слишком слабый сосуд. Я не понимаю, как это произошло, но должен быть способ вернуть ее в камень. Значит, эта сила называется Примали. Электрический стул. Сенсорная депривация. Ни в коем случае не открывайте дверь, когда комната занята. Уход от мирских забот успокаивает душу. Я думаю, когда я включу свет, эти твари все вылезут. И я с ними, скорее всего, легко справиться не смогу, да? Они ж типа дикие, я их дубинкой-то, что я с ними сделаю? Ладно. Понеслась. О, ждет меня веселая, скорее всего, сейчас игра. Сейчас будет очень весело, мне кажется. Так, клетка закрылась. Ха-ха. О, нет. Еба. Это что за комната такая, которая открывает все двери? Зачем она существует здесь? На всякий случай подготовлю его. Огненные стрелы. А, понял. Гаррет, просыпайся. Не показывай ему свой страх и дай ему понять, что ты уязвим. Я хотел остановить его, я хотел спросить тебя, но они не дают мне проснуться. Почему то, что они говорят, то, что написано в субтитрах, это совершенно разные вещи. Надо выкачать Примали из девочки, но не давайте ей умереть ни в коем случае. Ты знаешь, что такое страх, да, Гаррет? Отказаться в клетке? Оказаться в клетке или чего? Быстрее. Она отравляет Примали. Видишь, я все порчу. Примали опасна, ее надо контролировать. Нет. В глаз прям. Бесполезно. Я отведу ее обратно в тюрьму. Капец. Да. Я думал, ты умерла. Но все хуже. Той ночью ты украла Прималь. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Если пациенты прям тут тусуются и живы? Ни хрена себе. Просьба о переводе. Я понимаю вашу встревоженность, но вынужден перевести пациента номер 18 вниз на тюремный уровень. Я понимаю, что это не стандартная процедура, но субъект должен быть изолирован ради всеобщей безопасности. Тюремный уровень. Единственное подходящее место, доктор Штедман.
Доктор Стэдман, по-моему, да, любит лоботомию всем рекомендовать. Настройка. Перед началом операции тщательно настройте машину. Сорви покров, скрывающий врата души, чтобы открыть путь к выздоровлению. Блин, тупо Outlast какой-то начался. Ля, какая серьга у него. Модный парень. Я. Почему ты так делаешь, игра? Успокойся. Правом ухе. Да. А чё, типа, имеет какой-то... Типа, ну... Какое-то значение, типа, в каком ухе? В правом, в левом? Ну, типа, я вот не в курсах таких вещей. Вот, поэтому и... Любопытно. Так, что тут? Реализация. Мойте инструмент спиртом перед живосечением. Изучение воздействия стресса на организм человека проводите при ярком свете. Только в трубах. Почистите гнилые трубы, они опять требезжат. Я клянусь, проклятый звук мне скоро снится начнет. Я даже поймал себя на том, что тут стыкую этот ритм, когда работаю. Это что, нормальные условия для работы? Я тебя спрашиваю. Раньше означала принадлежность гомо. О, если в правом. Это типа знак для своих, да, типа у гомосексуалистов. Типа, говорящий о том, что типа я свой, да и все такое. Да, охренеть. Также с кольцами. Пипец. Код — это количество стуков по трубам. 7 ударов первый раз, потом пауза 3, пауза 1. Да. Это я возьму. Пальцы слоновой кости. Взрывная стрела, неплохо. Блин, как же людей, наверное, достал это. Этот стук. Кабинет лоботомии. Убирайте
Орбита класс с учетом толщины черепа пациента. Слишком живое воображение. Первый признак безумия. Слишком живое воображение. Признак безумия. Ну такое, а вдруг, ну как бы... Ну, такие высказывания опасны, я считаю. Вдруг человек... чересчур впечатлительный. Гидротерапия. Для оптимальных результатов варьируйте длительность погружения, вдыхая воду, выдыхая свет. Впечатлительные люди будут считать, что они типа действительно безумные и тому прочее. Ну он сдох, походу, да? Ладно. Растекались, как масло. Так. Растекались как масло. Давай. Тоже можешь растекаться как масло. Чтобы не замерз. Теплее, уютнее оставил его. Так. Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновение боли, целая жизнь и здравие. Мгновение боли, целая жизнь и здравие. Да. Такие же высказывания могут быть и у стоматологов, кстати, тоже. Мгновение боли, целая жизнь в здравии. Черт. Лифт фурычит. Нормально. Спускаемся в какой-то мега подвал. Мега нижний уровень. С очень плохими психами, которые были изолированы от психов, которые были сверху, которых мы только что видели. То есть это типа супер психи. Которые даже могут навредить простым психам. Так, огненная стрела есть. Ну, голым пробежал. Здесь уже редкие психи. Да, легендарные психи просто. Даже эпики легенда, да. Наверху каманы были. Да, тут зеленые, потом эпики легенды были.
Ага, света боятся сильно. Видимо, световая бомба. Эти ублюдки боятся света. Световая бомба, наверное, так. Нет, лучше свет оставлять здесь. От световой бомбы они, наверное, вообще охреневают жестко. О, нифига, точку концентрация. А мне даже целых 2 есть. М. Способность передвигаться тише используется. М. Способность заглядывать внутрь самочных механизмов. Так, ну... Шум как-то лучше. Скрытность, точнее. Снижение шума. Офигеть себе. Блин, что-то сыкотно в этом месте. Не подходить к пациентам, не говорить с пациентами, не верить в заявления пациентов. Пациенты лишены свободы для их же безопасности. Эрин действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Я заметил, что пациент номер 11 проявляет агрессию и возбуждение, когда мимо его палаты везут пациентку номер 18. Его попытка дотянуться до нее ни к чему не приводит, но он борется так ожесточенно, что сегодня вырвал один из крючев в потолке своей камеры. Это надо изучить. Нихрена себе. Фанаты, блин, прямо. Эй, хватит. Чё? Я видел много тюрем, но ничего подобного этому. М. Типа он реально отбывал или что? Мистер Гаррет. Ему вообще насрать на удары, только свет. Черт. Я понял. Подожди-ка, а что если я... Нет, не горит. Там выключатель был в том же коридоре. Да, я вот просто хочу отсюда.
стрелять по ублюдкам. Их точно очень много. Где? Вон там один, а вот или это тот же. Да, это тот же хер. Под мной где-то есть. Так. Это что за красноглазики? Это тени. Какие-то чуваки, которые бродят в темноте. Они появились после того, как кристалл типа этого видимо. Оно смотрело на меня. Сквозь меня. Кажется, они не видят. Да блин, игра, ты что делаешь? Черт, 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 черт. Надеюсь, не бесконечно. Игра, блять. О, боже мой. Почему кнопки залипают, я не понимаю. У меня клавиатура-то в порядке. О, боже ты мой. Сейчас проебать. Огненный стрел. Блин, ну ты. Да, нажал F5. Вот, еще нажму. Ах ты говна, кусок. Просто все зажимается. У меня все в зажатом состоянии, как будто бы одновременно. В игре именно. Так, где тут? Ага. Память о ребенке.
Так. Но ожидал от Гоумов чего-то другого. Ладно, слепые и тому прочее, но... Я балдею! Игра становится не игрой. Блин, я не могу... Я не мог до этого крутить замок. Наркоман нарцисс. Да. Ошибка 2000. Представил себе, что стрим ведется в 1999 и наступление 2000 года вылезает ошибка 2000. И все серверы ложатся просто. Момент. F5. Ага, кстати. Ой, блин. Вах. Что здесь произошло, Эрин? Это ты натворила? Я не понял, еще типа выбрался или не выбрался. Я не понял немного, что произошло, но... Окей. F5 помогло. Он помогает мне и тебе. Ты и я с тобой, друзья. Заставь голоса замолчать. Вози. Мусталюта. Пустые на кровь. Чтобы я умерла. Да. Тебе тут не место. Не показывай свой страх. Не дай ему понять, что ты уязвим. Вот ты, Демонуков. Вперед, давай, вперед. Посмотри, вперед. Ну. Вах. Я следила за тобой. Хотела стать такой же. Мы так похожи. Но в этом мире уже есть один Гаррет. Я хотела остановить это. Я
Идем за Маком. Мак Гайвера. А. Ох. Фанатка прям. Взломаем глаз. Дай пятеру. Дай краба, да? Веселый парень. Он рад, потому что я справился с замком, и такой типа, держи 5, братан. Я такой, Она наше будущее! Ублюдок Нордкрест похитил меня. Ты со мной? Гаррет, я падаю! Так, Нордкрест похитил ее. Кому-то придется умереть. Жесть. Может, Там я схожу с ума? бред Есть вообще. только один способ узнать. Барон, в особняк Нордкреста. Туда, где все началось. Вот так внезапно. Окей. Убить, оглушить. Если Эрин... Блин, Барон, даже... Я все должен хочу попасть включить в особняк песню про Мак. Нордкрестов до того, как туда ворвется толпа. Пора Я вот все получить пару вспоминаю ответов. песню про Мак. Дан-да-дан-да-дан. Как она пелась? Поле, где цветущий мак. Да-да-да-да-да. Нифига, ребята. Просто рейверы какие-то жесткие. Это что, на нем связка гранаты, и он тянет веревку с чекой? Чё? Теперь наоборот. Раньше там, короче, вешала таких чуваков. Теперь эти чуваки вешают сразу. Эх, круговорот петли. Давай, в петлю его! Стоп, это не закон. Stop your criminals come. Так. Домик коллекционера. Так, давай-ка я сейчас еще к этому пойду. К механику долбаному. Интересно, почем нынче толкать труповозку? Они еще хотят работать труповоз. Толкачками труповоз. Бомжи должны бомжевать, ублюдки. Все. Ой. Stop right there. Criminals come.
Займись своими делами. Блин, Не Эктор. забывай про Как ты мне своего сообщишь, что друга вообще? Эктора. Ты, конечно, рядом живешь, Эктор, но каждый раз ходить проверять тебе это не очень-то весело. Хромой бурик. Бурик. Сейчас осьминог кота будем искать. Вот осьминог. Духа победила! Ваша вера и кровь проложили путь для Лол. нового будущего! Пора взять его в свои руки! Озаренные выиграли битву за город! Остается одна задача! Надо найти железного тирана и добить его! Вперед! К особняку Нордкреста, друзья! Свергнем барона раз и навсегда! Да, кстати. Отти барона! Ублюдок Нордкрест должен сдохнуть! Озаренный У Забыл. меня есть товар для темных дел. Блин. Дублёная. А, ну. Не, ну стресил стрельбы лука надо брать. Бесспорно. Бесспорно надо это брать. И купить охотничий стрел. Зубриных стрел. И огненных стрел. Возвращайся скорее. Ориона пришло! За город! Время Ориона пришло. Если тебе нужны деньги... Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара поручений. Лучшие контракты в Если городе. тебе нужны деньги. Если тебе Лучшие нужны контракты в деньги. городе. Если тебе нужны деньги. Если тебе нужны деньги. Охренеть у него заказов. Я готов поручиться за тебя, Гаррет. Но ты и так знаешь, да? Уходите про девушки. Ты не думал переехать в Дейпорт? Вино, женщины, улицы, на которых не воняет дерьмом. Вот это жизнь. Только серьезные дела. Гарантия Басса. Блэк Черный Фэрроу. налог стоил мне целого состояния, Гаррет. Выручай старого друга. Знаю я одну девку. Говорит, что она любовница барона. Пыталась содрать золотой за свои байки. Знаю я одну девку. Говорит, что она любовница барона. Пыталась содрать золотой за свои байки. Господи. Ладно, короче, все С дерьмо этим возьмем. ты легко справишься. Для тебя это верные деньги. Если окажется по пути, будем Любишь испытания, Гаррет? делать. Главное, не попадайся. Нет, так нет. С этим ты легко справишься. Капец много заданий, конечно. Легкая добыча для лучшего вора в городе. С этим ты легко справишься. Береги себя, Гаррет. Охренеть точек там на.
Вот это такое маленький подмотка. Тебя. Ляпа комбинезончик. Так. Блин, прям столько заданий вокруг. Stop right there, you're criminal scam. Stop right there, you're criminal scam. Здесь пахнет рекой. Интересно, есть какой-нибудь типа этот ремикс этой фразы? Музыкальный такой клевый. Stop right there, you criminal scam. Кури-маньяки. Какая Руки прелесть, на это стол. оригинал. А куда делись продавцы баланды? Это свобода. Stop right there, you criminal scam. Stop right there, you criminal scam. Stop right there, you criminal scam. Сила народной власти. Чувствую. Горит, как прикосновение Ориона. Это место дурно пахнет во всех смыслах. Ого. Делалось присоединяться к Дискорду. Стрим пол? Нет. Он идет. Стрим же нормально все. Да? Да, норм. Да. О, нет, игра, хорош, прекращай. Как он взялся за жопу этой картины. Опа. Или умер, а его чувство юмора живет. Больной Вилли. Угриеды. Угриеда?
Плюс 4 минус 29. 4 меньше 29. Ну, 25. Последний третий займ у гриедов. Девки требуют свою долю на... Не то завяжут. Нет девок, нет бабок. Нет бабок. Нечего дать угриедам. Чёртовы колокольцы. Какой там шифр от сейфа. Кажется, по нынешнему году. Какой нынче год? Угриеды следят за мной. Не знают про мою дыру в Риверсайде. Девка ляпнула. Я собрал все, что можно толкнуть. Только часы свои гребаные отставлю. Без часов мужику нельзя. Карманы жгут жопу, как крапива. Его дела были так же плохи, как и его здоровье. Но я Да. воспользуюсь наводкой по Риверсайду. Какие? Маски. Прикольные. Письмо больному Вилли. Вилли, ты ублюдок. Ты знаешь, я тебя хорошо обслужила и портовую гнилю не наградила. К тому же, плати или я наведу на тебя Джеба Чокса из Угриедов. Он не любит, когда его пытаются кинуть. В точности, как я, она пишет. В точности, как я. Отстой. Правописание уровня портовая шлюха. Это, конечно, ужас. Кто следит за сторожевыми псами? Знаем. Читали. Да. Уровень правописания, портовая шлюха. Главная вещь. За нее дадут хорошую цену, если не узнают, откуда она. Больно Вилли готово. Так, стоп, у него ж цифрочка какой-то был, нет? Ладно. Нет, так нет. Больно. Не нравится. На улице толпа линчевателей. Озаренные вешают чернолов. Веревки перешли из рук в руки. Да. Пусть говорят. Ни хрена себе. Отсюда. Вяленое мясо. Надеюсь, не отсюда, это точно. Ты знал, что Бас умеет писать. Перо Все Баса. это время я думал, что это сорока. Записки палача.
Рочестер. Измена. Повешение аристократа. Редкое событие. Взял четверть фунта мяса и язык. Изысканный вкус. Каннибал. Нили. Обычная кража. Взял фунт мяса. Простолюдин. Сварил его. Этерингтон. Вербовщик. Взял полфунта мяса. Сильный мужчина. Вкусное с душком мясо. Убит стражником Добсом. Ормспи. Уличный грабитель. Слишком тощее мясо почти не было. Взял кусок легкого и сердца. Да. Палачка не было. Говорят, свечи из человечьего жира делают. Это бред. Фига беспредел. Он уже мертв, брат. Но теперь смеется чернолобый. Революция прям в действии. И чё я тут? Я ж тут все вытащил. О, Рип, здорово. Раба. Чё, работа там? Туда-сюда. Редко тебя вижу очень. Редко тебя вижу. Редко. Лень, поэтому иногда комп не включаешь. Понятно. Хорошо, что я зашел. Кто-то мог серьезно пострадать. Так, хорошо. Ага. Так. Блин, столько всяких заданий по краже появилось. Хотя не всегда кража это. Краули и сыновья. Да, теперь тут бюст стоит.
ночь. Одни и те же кошмары. Нет, вот второй части Вора не было. Ну, то есть ремейка. Это же ремейк, по сути, там, оригинальная серия Вора. А так, короче, игра выходила где-то в 1999, по-моему, оригинальная серия Вора. И выходила там, ну, у него была вторая часть и третья часть. Но они все такие, ну, просто старые. Наверняка хорошие игры, но я вот не знаю. Лекарство от мрака. Мне бы на крематорий накопить. А по улицам льется кровь неверных! Свет на горизонте! Но впереди еще много дел, братья и сестры! Отрицающих надежду неверных! А, это он сыт орёт. Мать их всех! Принести их в жертву! Они все. Блин, я не успел. Я хотел их взорвать. Черт. Ну давай, чувак. Как же тебя долго лупить-то? Прям в рот. Ну, сука. Так, хорошо. Да, не сюда. Как-то надо туда попасть. Я до сих пор не знаю как. Но... Видимо, как-то можно. Нет, тут у него другого оружия нет у Вора. Только дубинка. Единственное оружие дубинка. Так, ща. Так. Угу. Южный квартал идем. Так. О. Надо больше смеха. Отдыхай, брат. Так. О, она вообще рядом, оказывается. Жутко устал. Я голодный, как...
Ёб твою мать, игра. Так, убрать окно кота. Блин, давно я бутылками не кидался в этой игре. Эй, ты тут? Никого нет. Но все равно страшно. Зачем бутылка, когда есть дубинка? Вот зачем. Черт, черт, черт. Так, 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 так. Что это? Для прикола. Да. Можно и так сказать. Я, конечно, его мог просто взять и раздолбить дубинкой, но решил немного с ним поиграться. Бокал. Свет врубаем. С дубинкой-то правда сличка. А с бутылкой, если бы я бы его разбил, то... Меня бы назвали Ханукой. Не знаю. Ханука. Это же зубная фея. Также известна как Ханука. Также известна как... А ведь я мог бы служить какой-нибудь благородной семье, а не развлекать его девиантность. Как бодрящее кофе. Нифига нормально на пол. Так. Вроде неплохая такая работенка. При деньгах пить никого не надо. Вопросов только не задавай и понятно. Хозяин дома? Я тебе что сказал только что? Тут я башка. Он аристократ. Чего? Если он не аристократ, чего это он здесь живет, а? В собачьем дерьме и дыму. Он промотал все деньги на всякие странные штуковины. У него особый вкус. Особые? Особые. Жестко. А? Может, мне все это... Осечка. Сорян, осечка. Не, ну, конечно, реакция чувака мало заторможенная. Блин. Ему стоило показаться врачом. Хотя уже поздно, конечно, но... Так. В 838 году Норкрестов, я, последний глава дома, опозоренный моим предательством, завещая свой титул и имущество своему идиоту сыну, с тех пор, как 26 лет назад он родился под несчастной звездой
Я понял, что наша благородная кровь выдохлась. Я иду на виселицу. А когда он сляжет от какой-нибудь мерзкой привычки или неприличной болезни, наш род прервется. Я смирился с этим. Засвидетельствую, но администрация Нордкреста, неразборчивая подпись. Дневник прислуги. Хорошая неделя, учитывая все обстоятельства, даже когда хозяин купил это чудовище, у нас осталось на сухие пайки и дешевое вино. Очередное происшествие, надо подыскать нового врача. Этот заявил, что его ждет настоящая работа. Хозяин все сокрушается из-за происшествия с набалдашником. Он согласился, чтобы я перенес еще часть его коллекции в хранилище в подвале. Хозяин разбудил меня среди ночи, опять забыл свой день рождения. Иногда я мечтаю, чтобы он его забыл, будучи запертым в хранилище. Ну, значит, этот аристократ типа конченый извращенец какой-то. Он тут держит какое-то существо непонятное. Он про кота. Подожди, у него что, какие-то интимные связи с котом? Восьминогим этим. Кролик. Это я возьму. Столько алибард лежит. Ага, понял. А мистер Аристократ ничуть не обеспокоен тем, что прислуга давно уже ничего не несет, или то, что охрана уже давно молчит. О, маг. Угу. Тихо. Ага. Так. М. 838. Попробуем.
Какой ж тут может быть пароль? Так. Небольшой акт вандализма. Ну, черт, я даже не знаю. Так, ну-ка еще раз. День рождения. А, 818. Подожди. «20 лет назад». А 26 лет назад. Да. Так, он походу коллекционер или типа того. А, ну да, он же коллекционер есть. Ух ты. Только коллекционирует он все подряд. Ни разу не видел, чтобы любопытным отрывали нос. Но эту штуку лучше держать в тайнике. Действительно восьмилапая кошка в банке. Вах. Это я возьму. Обри, на помощь!
Что он? Где он? Зовет. Ладно. Все нашли, просто все. Идеально пройдено. Так. Кота нашли. Ну, можно в основном зданию идти. Хотя заскочу к Виторе. Речную вонь даже тут чую. Чё? Ну ты давай быстрее. Буду с тынкером батареи. Почему леди Мэриголд носит этот знак? Най-най-най-най-най. Контора левака. Учитывая то, как деньги ходят по рукам в этом городе, я крал их уже не раз. Я не богатая, но я все тебе отдам. У меня сейчас сердце из груди выпрыгнет. Фальшивые золотые зубы в банке. Скорее бы все это закончилось. Угу. Плохие времена.
Ядрить. Прям что-то холодно, не очень хорошо пошло по зубам. Я закончил. Также закончены дела Эйвди. Скоро он уплывет из города по реке. Живой или мертвый. Хата обносить, вот это дело. Не то, что карманы щипать. Так, короче. Карта. Давай топаем туда, топаем туда. Готовы помочь? Какая прекрасная новость! Тот, кто купится на твою подделку, сам виноват. Так, вся соль в освещении. Повреждений мало, капельку клея, подтянуть швы, и будет как новенький. Сомневаюсь, что он когда-то был У новым. меня для И тебя вот кое-что есть. мы подошли к главному. Ужасной потери для ярмарки и для меня лично. Видимо, главный экспонат. Это не экспонат, мистер Вор. Это моя Изабелла. Милая, пылкая Изабелла. Гроза мужчин и услада моего сердца. Я обычно людей не Для спасаю. тебя кое-что Ну, есть. пожалуйста, ей грозит опасность. Она отправилась в город, чтобы найти экспонаты, и была арестована стражей за странное поведение. Они держат ее в участке. Прошу вас, освободите ее Участке. и приведите ко мне. Ну, главный экспонат, Вы не ладно. представляете, как я счастлив, знаю, мистер что Вор. тебя заинтересует. Не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность. Изабелла томится в участке, мистер Вор. Мое сердце страдает, а кошелек худеет. Кошелек худеет. Это особенно смешно. Слышать это от него. У меня есть товары для темных дел. О, как много денег у меня оказывается. Так, сумка трое. Так. Я чуть пораньше До бутылку новых кигиту. встреч. Биргету бутылку. Сейчас кузер бана хата. Чтобы кини коробок. Дахна хадали bir час куда тянуть. Кажется, ребят. Нюк маник кинже.
Уж точно явно не сейчас ты будешь спать, те? Ой. Бум, 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 бум. Ты не поверишь, что я видел на чердаке. Да мать вашу, ребята, успокойтесь. Охладите свой траханье, как говорится. Ладно, ладно, сам напросился. Хотел этого, да? Ты этого хотел, мудила? Держи, братан. Чувак, ты тоже напрашиваешься? Ты хочешь прям это, да? Ну ты... Все. Напросился. Ублюдки. Погода меняется. Стоит, он зырит. Пожалуйста, не трогай меня. Он так не стоял бы тут. Это все равно, что стать перед поездом и сказать: поезд, не сбивай меня. Так, горит свечка. Да, потихо ворую. Привет, док. Здорово. Вот! Я его вижу! Блин, ублюдки. Вот уроды, чуть не убили же. Сегодня в городе полно злобных людей. Все чего-то хотят от барона. И все чего-то не того. Все чего-то не того, да. Все чего-то хотят, но чего-то не того. Да, опасные ублюдки. Короче, они революцию подняли. Теперь мочат всех подряд. Кто не с ними. Ну, то есть всех почти. Это какая-то группа озаренных. Взгляни на товары. Так, ученица. Короче, вот целый год мы где-то же, вот, получается, спали. Мы, короче, лежали. Да. По сектанты, короче. И в это время, кажется, наша ученица была в психбольнице. Ее там, короче, над ней проводили всякие разные эксперименты и тому прочее. Всегда пожалуйста. Сейчас вот, типа, узнаем.
Чё да как? Вот пытаемся выяснить, где она. Ищем ее, в общем. Больно. Бум! Не, ну это слишком просто было бы, если она так от магии умерла, типа. Сделать так хотя бы то, что, ну, не знаю, ну, пока еще не ясно, что там с ней конкретно случилось, но она, типа, стала какой-то странной. Какие-то сокрытые силы в ней появились. Она является к нам в видениях, там прочее, пытается нам что-то сказать, типа, что случилось, там, пытается вести нас куда-то, где она находится сама. Дополнительный аттракцион. Ха. Вот. Здесь, видимо, заказ Витори. Выполним заказ Витори. Блин, бедняги. Сколько же убил я этих стражей, но... Что у вас тут? Немного для меня. Бонус, так сказать. Ну, эти ребята прям какие-то звери, серьезно. Революционеры, мать их. Я хотя бы убивал их за то, что я ворую. А они их убивают за то, что они просто стражники. Мои причины более гуманные, более весомые, что ли. Так, что тут у нас? What we have here? О, хорошо. Вах. Озаренные, блин. Блин, зря Гаррет отдал книгу эту Ориону, этому мудливому. Я прям сразу видел, что он какой-то мудак. Как же он долго возился с этим замком. И то, что мы... Так. Стало труднее, чем из нее сбежать. Пора вытащить Изабеллу. Изабелла. Да она там, наверное, сдохла, когда она попала туда. Ее давно уже не кормили. И революция, я хз уже сколько длится, но
судя по всему, уже много времени. С головы до пяток. Если бы ее распилить, можно неплохо заработать. Кто-то медные провода из фонарных столбов выковырял валы. Что-то его давно Тупо как Рэмбо просто. Ебать. Взрывные стрелы, это, конечно, мощно. Пипец, -2 сразу. Размотал как кукол, да. Блин, был бы типа реализм жесткий, я на самом деле там должно было быть типа второй чел должен был остаться вообще без верхнего торса, а в правой без правого куска тела или типа там вообще жопа, короче. Страшное дело творю, страшное дело. Чувак, ты взрыв не слышал? Бум, 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 бум. Да, можно было хоть куда стрельнуть. Результат был бы такой же. Так. О, как хорошо. Жизнька. Какая прелесть. Тюремный журнал. Минсли напал на офицера стражи, но выдавал себя за офицера стражи, подделал указа барона от имени офицера стражи. Скрим соучаствовал в бунте озаренных, источает мерзкий запах, оскорбляющий обоняние. Офицер притворился мертвым после допроса. Везунчик Беллар. Бродяжничество, подозрительное поведение, возмущение спокойствия. Карлес препятствовал работе стражи, нарушил блокаду, мочился на статуе барона. Убийца-вор какой-то. А раньше бомбил от одного убийства. Лицемерие. Ну, типа, я просто осознал, что какой мир меня окружает. Да. Че поделаешь, че поделаешь. Какая прелесть. Ученица превзошла учителя, как говорится, и даже научила учителя многому чему. Да. Такие дела, такие дела. Мы многим обязаны Эрин, нашу ученицу. Не, ну ты представь, я бы сейчас... Представь, я бы стелсил, как я знает кто. Как бы душно это я играл сейчас. Вообще. Тут бы такой шнырял туда-сюда. Обоссывался бы от каждого чувака. Вообще же я просто иду. И дубинка всегда наготове.
Ключ в виде башни. Это, конечно, круто. О. Чего? Чё ты? Какого хрена? А чё, над ним друзья прикололись или стоит такой? Забавно. Бородатая женщина. Вот этого я не ожидал. Вот поэтому я никого не спасаю. Ладно, пошли. Капец, он тяжелый, представляю себе. Кавказская пленница.
Э, Кажется, я все-таки вписался в труппу Квитории. Изабелла уже спешит к нему. Пора получить награду. Подожди-ка, это где я вообще? Кавказская пленница Ultimate Edition. Ни хрена себе. Взгляни на товары. Мы не встречались. Хорошо. Так. Да. Но цена, я бы сказал, в принципе, справедливая. Аккуратно положил. Какой же ты крепкий чувак. Озаренная уже на мосту. Надо обернуться быстрее, чем они разгромят здесь все и двинуться дальше. Оранжевая, почему-то мне от этого не легче. В последнее время она изображает мой внутренний голос. Похоже, Эрин вобрал в себе энергию Примали и как-то осквернила ее. Это скверно буквально сочится между камней приюта Мойры после экспериментов Нордкреста. Значит, вот ради чего он увез Эрин. У меня есть несколько вопросов к барону. Последние защитники барона готовы встретить толпу, но они не ждут меня. Я буду внутри раньше, чем начнется бойня. Я голодный, как... Блин, собака говна. Так. Это я возьму. Жесть, эта игра вообще длиннющая, походу. Какие-то брошки теперь. 1 из 6. Я буду на той стороне. Надо выпить. Собака такая. Хозяин? Ну ладно. Мне не здоровится. Я сбился со счета, сколько озаренных мразей там было. Ты свои пальцы не сыщешь. Родись я умным, меня бы тут не было. Есть хочется. А? Ты... Тупо.
Из душу. Лай сколько хочешь. Да, это уже немедленный. Так. Жесть, тут много народу, конечно. Как интересно. Это выключает всю воду в саду? О, Хорошая находка. так. Тут кто-то есть! Он ранен. Я тебя найду и сдерну в петле. Он ранен. Он, короче, тупо взрывается, и чувак орёт. Он ранен.
Ой, да ты чё? Ну, чё, каши не кушал, что ли? Это была простая часть. Дом большой, и барон сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать. Поговорить с бароном в его кабинете. А, блять, ёбаный рот. Его параноидальная светлость боится нарушителей. Надо смотреть в будущее. Хорошо. Это, конечно, не ждал. Бум. Я ничего не вижу. Помогите. Я ничего не вижу. Помогите. Я ничего не вижу. Помогите. Помогите. Люди барона хорошо кушают. Я боялся, что они вешают людей за кражу хлебной корки, а сами голодают. Беспокоится о стражниках. Вот я же говорил, Гаррет вообще хороший парень. Переживает о судьбе даже стражников. Оу, какая бутылка. Интересно, что внутри него. Надеюсь, не какое-нибудь там вино. Кто мне пальнул? А, труп пальнул. Вайпчек. Так. Господин Норкрис, переоборудовать закрытую комнату в наше новое хранилище было непросто, но результат превзошел все ожидания. Рычаг, открывающий тайный ход, спрятан за картиной со львом, как вы увидели. Согласно вашим указаниям, оригинальный монумент будет хранить ключи к вашему самому ценному имуществу. Будьте уверены, что это письмо было доставлено лично в руки. Тут единственное. Эх, барон, барон.
Говори. Нельзя оставлять важные письма на виду, когда кругом столько воров. Где же эта картина? Книга. 831, может быть, пароль. Круто. Не помню, когда в последний раз я видел барона. Круто. Отлично. Твое крыло слабо защищено. То крыло обружилось, и его не ремонтировали. Это ловушка. Крыс полно. Ой, ребята, давайте-ка соберемся. Блин.
Да ёп. Ну, я прям хотел вот нормально их собрать вместе, но что-то все не получалось. Сволочи, что-то все время. Друг от друга далеко бегали. 889. Сволочи. Сволочи. Коронация. Второй этаж, что-то. Отмеченной области на втором этаже изначально на карте не было. Болтах. Обычно после Дня Благодарения, когда благодаря. Карбун. О, Прималь. Что такое Прималь? Когда-то я задал этот вопрос своему отцу. Прималь — это жизнь, ответил он, вдохнув на меня опиумом. Нихуя, отец классный. Он всегда предпочитал трубку благородным наукам. Но Прималь — это больше, чем жизнь. Это вездесущая аура энергии, пронизывающая каждый камень нашего города, насыщающая каждый глоток воздуха. Это потенциал, который мы должны реализовать. Ее могут чувствовать лишь избранные. И Нордкресты — признанный авторитет среди них. В течение 3 поколений моя семья стремилась понять Прималь, чтобы использовать ее энергию для развития города. Где потерпели неудачу мои предки, я преуспею. Короче... Прималь — это типа энергетик? Источник энергии?
Вся прислуга поместья Норклеса уволена, начиная с этого момента. Вы будете обысканы вы провожены баронской стражей. Попытки вынести пищу или иные ресурсы будут караться повешением. Все оставшиеся на территории поместья после заката будут арестованы. Ни хрена себе. А черт, это шкаф. Метлеплан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Аркет, Лиза Кудроу. Люди за 1,5 часа спидранить, нифига себе. Ну, я и ленивая жопа. Точнее, медленная жопа. Как же я медленно играю. Картина со львом, кстати. Хорошая находка. Картина со львом, картина со львом. Я кого-то видел. Ты куда побежал? Стоп! Шестеренка еще в руке. Охуенное милое фото. Точнее, портрет. Семейка Адамс. Не, ну даже семейка Адамс по симпатичнее будет, мне кажется.
Ага. Даже не знаю, что тут. Вот это. Да что за... Ай, твою мать.
Я не понимаю. Методом подбора делаю. А. Так, допустим, так, потом. Допустим. Ну да, я понял. Я так уже взломал в этой игре. Так, короче, вот так вот, допустим. Гаррет Сунг. Привет. Hello. Что? О боже, мать твою за ногу. Тут даже рисунок не играет роли. Что вы забыли в моей голове? Ой, не знаю, что я забыл в твоей голове, но... Но я рад там находиться. Ну и ну. Я думал, у барона нет сердца, а вот же оно. Прости, Нордкрест, сейчас будет немного больно. Какой же офигенный бриллиант. Первый раз проходишь? Да. До этого вообще не проходил ни разу. Так, стоп. Так. Ну, сожженное письмо. You faker than some sweet and low. Yeah, you got some silverware, but really, are you eating though? Гарретсон, спасибо за фоллоу. Breakfast, lunch, and dinners for beginners. You ain't even know. Never catching cases why they faces look so emo. Watch a hater hate me, wanna play me like a. Спасибо. Спасибо за поддержку.
Так, я понимаю, что времена тяжелые, и вы, наверное, очень заняты, но я вынужден поторопить вас с очередным платежом. Как вы знаете, и состояние улучшается. Настойка объема почти кончилась. Прошлый врач согласился, что остались считанные недели до того, как она... И сорок. Стерильность. Мой новый медик явно нервничая предложил, что ваши чресла, возможно, засохли. Я тоже сейчас уволил идиота за смехотворно устаревшее описание стерильности. Хотя своим светистым диагнозом он, возможно, попал в цели. Я знаю, что всему виной Прималь. Эта энергия старит мое тело. Ханфилд уже сделал заключение, что Прималь оказывает мощное воздействие на тело и разум человека. Она отравлена, и теперь в свою очередь травит нас. Сомневаюсь, что Ханфилд переживет этот год. После множества докладов о болезнях и умопомешательствах в крепости я приказал переоборудовать сейф хранилище для крупного осколка камня Примали. Возможно, так высоко над городом его эффект будет нейтрализован. Меня просят перекрыть работу, но этого не будет. Если я сдамся, все наши жертвы будут напрасно. Какой-то супер камень, который излучает какую-то энергию и гасит весь народ, превращая их в всякие сброд. Так. Так. Не знаю, ну прям тянет просто, блин, обворовать полностью его. Письмо управляющее. Аннабель, слухи не врали, нас всех сокращают, не унывай. На самом деле это почти как доброты. Беспорядки, которые начались после блокады, докатятся и до Алдейлы. Вот увидишь, лучше нам тут в это время не быть. Я слышал, что если аристократов уже планируют покинуть город, прибейся к какому-нибудь из них, скажи, что работал на барона, но ни слова о том, что было в поместье. Они должны оценить такое благоразумие. Удачи. Интересно, они выбрались? Это и есть хранилище, которое я ищу. И тайный ход где-то здесь. Да, находили. Чуть позже вернусь. Хорошо. Так. Чёрт побери. Так. Ладно. Хотя... Как же охота...
А есть какой-то иной способ? Ладно, попробуем. F5. Нормально. Четко, четко, четко. Да в смысле? Пробуждение. Fucking эй. Неплохо. Блин, денег в этом поместье больше, чем в банке было. В банке просто было до хера денег. Как вспомню. Но тут овер до хера. Ночь все тянется, тянется. Жалко, нельзя зажать букву Е, чтобы он просто весь комод этот осмотрел. Типа открывает и все вперед. Быстро, быстро. А то порой устаешь вот так вот. Каждую полочку открывать. Ничего себе. Подумал, как капюшон огромный, типа. Стражник. А это статуя. Я это чувствую. Угу, понял. Задница в черном сером. Я найду тебя! Ты слышал? Они типа не успели ловушки настроить. Как любезно. С их стороны.
Ладно, пойдем вниз. Посмотрим, что там. Капец-то поместье огромное просто. Ну, черт, я только понял, что у тебя ник такой же, как у главного героя. Ну, то есть Гаррет. Черт, как же это долго. Не выкупал этого момента. Так. Да, я забыл вообще про ник этого чувака. Точнее, про имя. Гаррета. Наконец-то. Если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия. Первородная. Прималь. Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить. Направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы. Но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Сэрин? А в чем прикол вообще Когда Прималь? камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее. Но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней и мечту. О ком ты говоришь? Девушку забрал Альдус. Вам он известен как Орион. Ой, бля. Это мой брат. Ой, бля. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью пробужденных. Как и мы, он чувствовал Прималь.
Он был на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он, должно быть, готовится к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний... Твой глаз. Ты был там, я вспомнил. Ты и есть последнее звено. Удачи с приспешниками моего брата. Черт. Орион, блин. Не весело. Ну и отстой. Пока они сжигают его особняк, я схожу в торжественный зал. Зачем? Долго собираешься стримить? Да, не знаю, а что? Если он не дурак, то уже научился бояться. Я хотел всех взорвать, просто взорвать в последний момент, но тетива долго натягивалась. А, подожди-ка. Да чё он не может-то? Лол. Как бутылки-то нету. С возвращением.
А, ну хотя... Так. Золотишко, золотишко, золотишко. Как смог. Да, прям офигенно собрались вместе просто. Так. Блин, как же тут дофига газа. F5. 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 Угу. А ты сколько раз проходил эту игру, Гаррет? Это же игра про тебя. Гаррет, я падаю. Нахренался. Это то самое место, но разрушилось оно. Спасти себя. И даже не признаешься в этом. Раза 4, ничего себе. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию. И то не ради чего, когда сама атмосфера нравится. Ну да, что-то в этом есть. Хорошо, мазафака. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию. Путь в лабораторию, значит. Хорошо. Так, маг. Как же выделяется сильно. Черт, ладно, хер с ним. Фляги всякие. Да, любят они мусорить после себя всякими дорогими вещами. Золотую флягу кто-то ставил. О. Львы индустрии. Так. Ясно. Ну, типа, это лев ихний, так сказать, лого. Не как Ланнистеры, типа. Ихняя марка. Это львы. Это осколок камня Примали. Но он закреплен в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. Так, предел прочности.
Вращение может усилить резонанс в осколке, но центробежная сила расколет хранилище. Если частота вращения будет увеличиваться слишком резко, это последнее месте гильдия стеклодувов, где еще я могу заказать панели подходящей прочности. Если придется, я переверну вверх дном весь скрытый рынок Иствика. Стабилизация примали прежде всего. Значит, его силу обуздать никак не могут, да? Уж чересчур до хера в нем энергии. Так. Осмотримся, смотримся. Так, мистер Фарнам, генератор, который заказал его светлость, крайне необычная штука. Мы почистили все разъемы, укрепили основание заклепками. Эта штука сварена круче, чем трубан. На этом берегу реки у нас осталось немного материалов, мы их заберем сегодня после собрания. Это как, не знаю, это как источник света или, блин, как электричество. Особо не понимаю прикол примали. Немного. Это осколок камня приманки. Так, затупил. Но он закреплен Так, в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. Почему я забываю F5 нажимать? Черт побери. F5, товарищи, F5. Если что, пишите F5, там, не знаю, я забываю сейчас очень. Это мое проклятие. My curse. Спидрунер. Так. Именно здесь, да? Так, хорошо.
Подожди. А. Если как следует надавить в правильных местах, я сломаю эту штуку. Интересно. Это же останется после этого? Они умрут, потому что ты не мог смириться, что кто-то еще так же свободен. Хотя, Возьмите ее кровь. распинаюсь, великий Гаррет не может быть виноват. Ой, блин, ну ты Что достал. такое? Мастер вор, я не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий деготь. Черные руки. Но твои руки я повешу над камином. Ой, блин, Гаррет, убей этого инвалида, господи. Что Доширак захотелось. Да, есть такое. Я не понимаю, он прям так не хочет его убивать, это просто... И Пепси. Эти трубы должны выходить на реку под мостом. Дошираки Пепси, Дошираки Пепси. Еба. Теперь ты батишь меня на Пепси и души. Озаренные оставили свой след. Хочу Пройти все по мосту свою, будет нелегко. типа письменные способности будешь описывать крайне красиво. Пепси и Доширак, чтобы я прямо очень сильно захотел его. О! Можно немного развить наш маркетинговый отдел, но на сей раз будем продавать не кофе, а Пепси с Доширака. Можно типа сказать, полцарства за Пепси. Подожди-ка. Ага, понял. Да, да. Воры в огне не горят.
Твою мать. Почему этот смайлик дошик? Да, надо бы добавить дошик. Черт. Хорошая идея так вот. Доширак. Что-нибудь еще такое. Синий экран. Доширак и синий экран сделать надо бы. Надо ступать осторожно. Эта крыша того и гляди упадет. Фига, блин. Все просто горит. Короче, идем к Орион, да? Представь горячий дождь, в который ты положил весь перец, залил майонезом. Ты ешь его, во рту все горит, и потом ты заливаешь холодным соусом перец. Эй, негодяй. Что-то прям... Животное, по-моему, заурчало. Вот типа такое. По-моему, сказал. Типа вопросительно так, типа. Я не хочу оказаться в ловушке, если это часть моста. Да. Может, наверху будет Ты, лучше? может, это организуешь? Типа, спрашивает меня животное. Мать твою за ногу. Нет времени осторожничать. Надо бежать. Пуг. Ебать. И пополнить припасы. Тут есть над чем подумать. Офигеть. А город-то весь остальной нормально, нет? Это смотрелось так, как будто весь город просто пылал. Просто весь. Это да. Тебе что-то переменилось. Здравствуйте. Дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин.
Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет, словно его вообще не было. Что? Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Три — это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай. Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Черт, мы сейчас игру Она пройдем, должна походу. выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Хочешь спойлер? Не. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Лёль. Бабушка и есть Прималь. Что? Ясно, она, видимо... Это бабушка и есть этот город, типа, да? Она, короче, ну, я понял. Мистика. Довольно-таки добрая бабушка. С учетом того, какой город, ну, типа... Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Еще не поздно, друзья. Примите рассвет и станете... Примите рассвет. Ща. Закупимся. Особенно надо закупиться взрывными стрелами. Все сожгли. Что такое? Что такое? У меня есть товары для темных дел. Один чувак вообще не унывает. У меня есть товар для темных дел. Ух ты, дерьмо, это что? Ничего себе, прикольная штука. Покоритель миров. Вырезанная из мрамора картинка изображает молодого парня, стоящего. Ну, 500 фармить, не говори, да. Это еще не особо сильно фармлю, на самом деле. Ну, тут как таковой, типа, ну, необходимости фармить нет, на самом деле же. Блять, нахуй ты, блин. Я думал, ты покупаю. Блять. Так, хорошо. Так. Экономия. Да. Приятно иметь с тобой дело. Ладно, валим. Очки концентрации, кстати, вот
они тут не особо так-то полезны. Ну, разве что только в плане потребления концентрации. И что там еще было-то? Ну-ка, что там было? Навыки концентрации. О, у меня одно есть. Вот, эффективность и скрытность. Самое что нужно, остальное такое не особо надо. Давай стрельбу возьму. И станете одними из нас. Город меняется. Новая эпоха наступила. Благодаря... Очень мало стрел, очень мало. Я так устала в последние дни. Сюда ходят, сюда усталые ходят они. Дембеля, дембеля, дембеля. Пацаны. Так. Вот и все. Надо убедиться, что у меня все готово. Назад дороги уже не будет. Оу. Так, подожди. Как много торговцев-то на самом деле. Черт, надо к линии туда идти. Ай, ладно. Погнали. Погнали, погнали. Везде вот эти вот цветки появляются еще. Видимо. Это последний собор города. Маг появляется из-за Разрушенный дом примали. старых богов. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошайка. Финал, походу. Ух, как их много. Так. Наверное, я просто на взводе. Какое облегчение. Я так устал, что мерещится всякое.
сам сдохну! Ну да. Страха! Я видел чего-то! Так. Надеюсь, здесь есть стрелы. О! Но не те стрелы, которые мне нужны. Чё сказал? Варфоломейская ночь? Поспать бы. Мне так полцарства за кофе. Обожаю это. Они так хорошо это говорят. Так. Придется позвонить, чтобы меня впустили. Обычно звонить начинают после моего ухода. Проклятый город. Ну, придется сделать исключение. Последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Я видел! Хорошо. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Что? Я видел какое-то движение. Я гоняюсь за собственной тенью. Да мать твою, дурак нахуй. Чего не прыгнул? Твою мать. Оп, нет, пожалуйста, сохранение. Да ты, блин, шутишь. Ёбаный рот, я опять забыл ложить. Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз.
для припасов. На нем можно спуститься. Неверный не мог далеко уйти. Балдеж просто. Где ты прячешься? Ты и там прячешься? Этот шум устроил неверный! Сука. От света не спрячешься! Где ты, Чек? Узри же свет озаренный! Рассвет направит мой гнев неверный! Теперь я знаю, где ты прячешься, неверный. Пришел мой Козлы. Да, максимально криво получилось. Опять нажал? Нет, конечно. Забыл. Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Ты... Будьте тверды в вере, и мрак не коснется вас. Он там! Вижу его! Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Да. Так. Умоляю, пощади! У меня семья! Тут кто-то ранен! Стража! На помощь! Да, нажал. На. Урод. Так. Я знаю, куда стрелять. А? Какую? Как же? Да.
Что это я тут делаю? Нет, нахуй я её за веревку хвататься не буду, блять, так прыгну. Гаррет, как же ты хорош. Чёрт, чувак. Просто совершенно иным способом пробрался в нос. Чёртов 5. Каждый новый город строится на костях старого. Ха. Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали? Типа не юзайте примали. Они, наверное, сказали. Да? Ох, ни хрена там народу. Как же глубоко вниз мы идем. Офигеть, это огромный город. Он тупо вертикальный, походу. Они решили под землей жить. Процессия озаренных движется не спеша. Есть время, чтобы вскарабкаться обратно. F5. Так. Канатная стрела. Чего так много? Кто его убил? Ясно, голуба.
О. И 842, да? Это надолго. Может быть, я не знаю. Но чувствую, что шифр такой. Ну, подождите, может... Где-то есть бумажка. Да, я этого перебираю. Безжалостно и жестоко. Хотя на самом деле оно мне нахер не нужно. Буду честен. Не буду вас мучить. Ничего, садист какой-то. Псих. 672. Теперь оно мне нужно. Блин, сейчас игра кончится, а я на каким-то хером лутаюсь, блин. Не понял. 762 же. А 672, блин. Перепутал немного. Так, походу надо вчитаться. Сука. Игра говорит, путем подбора дальше подбирай, сука. Ну хотя бы так. Это я подумал, типа, пиздец. Дальше подбирай сам, типа. Вот на этой цифре мы остановились. Дальше, чувак, ты сам. Прикол. Еще бы один раз, и он открыл бы. Да, там письмо нашел. Там было написано, ну, письмо от мародера, там, ну, короче, этого озаренного. Короче, перебрал все эти комбинации от нулей до 672. И хуй знает, типа, что там дальше, как, ну, типа, дальше подбирайте сами. Я умываю руки, типа, все в таком духе написал. Забавно. Я так неплохо посмеялся от того, что игра мне буквально сказала, дальше подбираешь с этой цифры, типа. То, чем я и занимался, по сути. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона.
F5. F5. Кому нужен сон, если рассвет наполняет жилы? Бля, лоу. F5. Скажи мне неверного, и я засажу ему болт промеж глаз. Я ему засажу болт, говорит. Так. Ассасин, ассасин. Мое имя ассасин. Ассасин. Так. Спокойненько так идем. На самом деле очень даже уверенно. Кстати, ребят, а что за зомби ходят? Короче, вначале вот наша ученица приняла всю энергию этой самой примали. Короче, там осколок такой огромный. Камень. Вот, из-за этого, короче, все, кто находится рядом с этой вот нашей ученицей, они становятся вот такими вот зомбаками. Они становятся зависимые от нее. Короче, помешаются люди на ней. 7 глава. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Проверь, что там такое, друг. Выходи или убирайся отсюда! Выходи или убирайся отсюда. Я бы сказал еще, Никого здесь нет, пожалуйста. кроме озаренных. Возвращайся к своим обязанностям. Ладно, теперь ты меня разозлил, неверно. Вытащи его из тени. Тьма не будет укрывать тебя вечно. Стой! Я готов драться! Пришел мой черед!
Всех мог завалить. Всех, блядь. F5. А, нормально, слава богу. Ща, все организуем. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Я что-то слышал. Я слышал. Узнай, кто нарушает спокойствие. Кто здесь? Опаньки. В этом месте полно странных звуков. Иди на свой пост, друг. Друг. Иди на свой пост. Друг. Ты свистеть мог? Нет. Лол. Взгляни на товары. Я сейчас немного охуел, конечно, но чё бы не воспользоваться. Дело сделано. Действительно. Ну давай. Его магазин не особо популярный, наверное. Шея затекла. Мой бог найдет тебя. Пусть этот гад, пусть никого нет. Я ранен! На помощь, брат! У нас убитый! Черт! Найдем этого труса! Да! Не думай, что это помешает мне найти тебя! Кто-то убил Ворона! Ах, вот гнида, вонючий ёбаный гнида. На нахуй. Говнюки. Да, точно F5. О, охотничья стрела. Кайф просто. Просто самая нужная вещь в этой зоне, мне кажется. Так же, как и взрывная стрела.
Что-то я не понял, где-то же... Привет, Факанама. Зашел, забыл поздороваться. Да, подворовываем немного. И мы в благородство не играем. Так немного. Правда? Ну, что тут у нас? Так, ладно. Древний сосуд. Угу. План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Да. Как всегда. Так, есть чё, есть чё. Ой, наконец-то. Сегодня мы наконец показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Видео, конечно, 10 FPS. Не знаю почему. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день. Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега. Ля. Оп. А? Это я что, типа сквозь толпу так иду? Ты же возьми что-то пиздит. Да. Спит, пиздит. Ходит, пиздит. Как драматично, вы гляньте. Это, не знаю, на нас влияет это. Вот эта вот тёлка наша. Эрин, ученица Гаррета. Гаррет, что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Хватит, Орион, пожалуйста, остановись. И перестать помогать людям? Не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примари. Нет. Что? Уа-ха-ха. Да ты... Этот фрукт мой. Ай, коллега, как ты Крысиный доебал. король. Может, умрешь уже. Опять по карманам шаришь? Опять по карманам шаришь. Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд. Но мне петля не нужна. Вот этими руками Вот я так, с вот примали радостью в выдавлю лесом из тебя типа всю того. душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Лол.
Знаете, в чем трагедия? То, что мы оба погибли. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Взрывные стрелы. Даже перед тем, как добить его, я украл кое-что. Как правило, я не убиваю А, людей, если этого можно я его избежать. кармана не Но как обчистил, еще сука. Я не всегда следую правилам. Ну он достал, он всю игру мне доебал просто. Еще бы его не убивать, конечно. Так. Если вдруг из-за этого будет типа плохая концовка. Ну, я тогда игру не пойму. F5, 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 F5. Давай. По классике в основном. Нормально. Просто настоящий классик. Так, он же гнида. Этот самый... Как его? Ловчий воров. Он своих людей убивал. Он там, типа... Он вообще тот еще блюдок, он много людей убил. Но мы тоже много людей убили, конечно, но... Они прошли здесь, пока я разбирался с Он генералом. все-таки хуже. Я чувствую морской воздух. Выход где-то рядом. Ебать. Да блять, шлюха. Как же я из него пересрал, блять, пиздец, нахуй.
Тупо все сундуки сложные. Ну, что тут у нас? Давай, 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 хорош. Чё? Жесть, он флексит, конечно. Ой, блядь, я заметил. You spin me right round, baby, right round. Да, твою мать. О, Ну и корабль. Озаренные не скучали. нифига не. Еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну. Не прекращайте работу. Борьба не единственное испытание веры. Каждый несет испытание. Когда все излечится, мрак останется лишь страшным воспоминанием. Я все еще чувствую прикосновение Ориона. Как будто вера исцелила меня. А мы остались тут, внутри, с тем, от кого убегал Орион. Наш спаситель бросил нас? Ты сомневаешься в Орионе? Он дал нам все, что обещал. Все и даже больше. Мы обязаны ему жизнью. Человек в черном. Наверное, все уже на корабле. Стоят, И болтают. они забрали сходни. Ладно, на корабль можно попасть и без них. Блин, чувак, как ты мне выручаешь? Взгляни на товары. Жесть, он выручает, конечно. Дело сделано. Так. Дело сделано.
Любопытный корабль. Тот, кто его строил, просто идиот. Угу. Хотя подожди-ка это. Продавали бы дух баланду. Чувак снизу норм. Я против рассвета. Как это она открылась? Эй, выходи, чтобы я тебя видел. Ты убил его быстро. Не могу обещать того же тебе. Хм. Хорошая находка. Прими рассвет. Я убью тебя быстро. Убью тебя быстро, убью тебя быстро. Бой закончился. Я все еще слышу крики. Он хотел сказать, что я заплачу. Так.
Все. Я пришел сюда не убивать. Почему ты продолжаешь поиски, Не убивать, Гаррет? конечно. Хочешь сам завладеть Прималью? Мне плевать на энергию. Мне нужна девушка. Искуда. Дай мне камень. Помоги мне, и я поможу тебя Прималью. Это бесподобно, Гаррет. Тебе не спасти людей от мрака, Орион. Ты лишь превратишь их в чудовищ. Гаррет, ты знаешь, меня предал мой кровный брат. Запер, растоптал, как наш отец. Мой брат недостоин этой власти. Люди идут за мной. Опа. Старичье, злое, алчное. Дерутся за власть, как собаки за кость. Меня больше не будут дергать. Мной не будут помыкать. Теперь у меня есть Прималь. Она как будто с работы увольняется. Она как будто лотерею ты? выиграла. Я думала, что могу тебе доверять. Но даже ты мечтаешь отнять мою Да силу. нахер Нет, ты Эрин, вызвала, серьезно. у меня иная причина. Эта сила убивает тебя. Теперь ты заботишься обо мне? Я заботился всегда. Я не верю тебе. Дура, что ли? Не верю! Типа, блин. Ладно. Хорошо. Ща. Прималь, значит, ты света боишься. Хорошо. Если я не вытащу из тебя Прималь, все пропало. Ты такой же, как все. Я оказалась ценной, и ты не можешь меня отпустить. Почему я не удивлена? Что Где это? она? Реальность или Прималь? А, вах. Там, где она прошла, Расходный материал. Мы чего-то стоим, пока растут добиваемся результата. грибочки. Нет. Нет. Окей, понял. Становится все сильнее. Но от мрака есть лекарство. Я покажу всем, что смерть лучше, чем это дерьмовое существование. Ух, нихуя себе. В прятки играем. Сохранился. Нет. Говорят, я такая плохая. Я осквернила Прималь. Разочаровывать. Мать твою за ногу. Когда тебя предают.
Скорость все-таки брать надо было. Когда тебя предают, это больно, да? Ёбаный ты стыд, сука. Охуенно он вовремя вышел просто в самый раз. Стреляя факел, он выходит. Ты использовал меня, как всех остальных. Конец истории. Гаррет, мастер-вор, пришел закончить начатое. Так, как мы это сделаем? Подойди, Гаррет. Я расскажу тебе кое-что напоследок. Ладно. Ясно, ясно, ясно. Блять. Где ты? Выходи, Гаррет. Думаешь, твой камушек тебя... Патрулирует, блять. Да ну нахуй, хуйня ебаная. Почему не взял в руки? Да ты дурак. Лол. Чего ты хочешь? Хватит прятаться. Ну ты ебланует. Упал-то как смешно. И упал.
ты хочешь? Хватит прятаться. Так не могу. И? Устала? С меня хватит. Делай, что должен. — 2014. Нифига там цифра совпала с выходом игры. Дай мне коготь! Да дай ей коготь она. Выбор? Дай ей коготь, лол. Ну что, опять крадет? Да коготь, лол. И? Чтобы что мы это сделали? По итогу-то ты слил ученицу свою. Ну и срань. Я не знаю. Что? Почему? О, книга. О. Кольцо от этого чувака я возьму и заюзаю на книге. Зачем? Я не понимаю, что за бред вообще? Почему они... Он не мог, блядь, дать ей коготь, чтобы она могла спокойно забраться наверх? Она типа... Ну, она, видимо, ну... Как-то вышла каким-то образом, но... Как-то, ну... Хуйня все равно. Нет, не специально. Вот так вот все. Ну, за ребят, что-то прям... Ну, дичь какая-то, конечно. Не, ну игра-то хорошая. Как бы, прям... Воровать-то весело в этой игре. Типа ты воруешь. И ты хочешь это делать бесконечно, но как-то думаешь, что сюжет стоит на месте, ты хочешь как-то двинуться дальше, и оказывается, что седьмая глава это последняя, но и все. Ты приходишь к концу. Ну, не знаю, геймплейно она в принципе неплоха, но... Но с
способности вот эти вот все, которые там были, очки концентрации, потом, благо все инструменты смогли купить, и то потому что у меня были там DLC, приблуды, и там мне золотишко там подкинули в начале игры, уже 2000 с чем-то было. Как-то никогда. Темная экзистенция сбивает видеопотоки вебки. Да, я насыщен прималия тоже. Короче, ты... По сути, вот, когда ты продвигаешься по сюжету, там, ну, там много, в принципе, сайдовых заданий, да, но... Хотя, в принципе, все нормально в игре. Ну, в плане геймплея хотя бы. В развитии персонажа, но... Конечно, не полностью мы развились к концу игры, но... Это норма, в принципе. Если бы мы прям запотели в этой игре и решили бы ее пройти на 100% или там, ну, типа того, то, в принципе, это вот реально мы это могли бы добиться. Там ветка заданий Витории, там этого механика Этрика, или как там его, жалко не смогли допройти, потому что, ну, откуда мы знаем, что после 6 главы весь город сгорит. Какая следующая игра? Сейчас мы это будем решать. Пока нам... Ты, кстати, можешь добавить игру с список ролла. Мы сейчас будем крутить рулетку. И... Я так понял, Эрин куда-то унеслась в другое измерение. Не, ну я думаю, что она, короче, успела спастись. Ну, типа, Гаррет ей кинул. Здорово, с мать, типа, КД, с ботами играя. Что не так? Не знаю. Ну, это в начале так, по-моему, а потом ты начинаешь играть с людьми. Привет, пиздалис. Привет. Потом... что там? Блин, сбился с пути. Да. Гаррет же кинул ей вот коготь. Она вот там, типа, в конце такая коготь на нее летит. Она, типа, фу, и там свет. Ну, я думаю, она успела поймать коготь. Хоть, ну, как-то этовалась об дерево. Ну, и в конце она просто вверх поднялась. Типа глянула на спящего Гаррета и подумала, ну ты гнида, типа, какой же ты тормоз. И оставила ему коготь и ушла сама куда-то. Ну, типа так. Думаю, как-то так. Ну, в общем, Эрин жива, я думаю, это 100%. И у нее остались остатки силы от примали. Энергия, типа, в ней есть 100%. Мне кажется. Ну или... Вот последний мув Гаррета мне вообще непонятен. Он такую херню сотворил по типу... Он не мог сначала ее поднять и потом воспользоваться книгой, чтобы силу как-то вытянуть. Он, видимо, книгу открыл, чтобы вытянуть силу примали, энергию примали нее. В этом, типа, весь прикол был, походу. Но нахера это делать прямо тогда, когда она вот все висит над пропастью? Это же максимально тупая хуйня. Это типа как... Это типа как, не знаю... Это если бы... Это если бы вот Эрин была бы отравлена укусом змеи, и рядом бы лежал этот самый противоядие, короче, и он вместо того, чтобы ее поднять наверх, он, короче, держит ее одной рукой, а второй рукой тянется за противоядием, типа. Какая ж тупая хуйня. Просто пиздец. Что там говорил продавать игру? У меня все зависло на этом моменте. Ну, короче, ты как фолловер, точнее, можешь добавить игру в список ролл-листа. Короче, ща покажу. Да, включу сейчас. Сейчас будет прикольная хрень. Ты поменять хочешь? На борду 1. Все-таки поменять хочешь?
Хорошо. Не проблема. Борда один поменял. Сейчас браузер включится. Там под плеером Факанама посмотри. Там есть вот Roll List. Нажимаешь на нее. Ты же не играл. Ой, чуть-чуть есть. Это было в другой жизни, типа. Это было давно. Так давно. И игру не проходил полностью вообще никогда. Что-то меня там задушило, я не помню. То есть вот такой вот лутер-шутер, он только входил, ну, он вот все появился, это Borderlands, он только вот появился. То есть для меня это было ново и слишком дико, наверное, поэтому я даже не брался в нее играть. Так, хорошо. Просто для меня на тот момент не для меня был жанр. На тот момент. Вот, Факанама. Короче, смотри. Я пока еще Borderlands 2 на 1 там не поменял. Просто скажи игру, которую ты хочешь добавить в ролл-лист. Мы сейчас будем рулетку крутить. Ну, какую игру ты хочешь посмотреть на стриме. Я его добавлю в список, и мы будем крутить рулетку. И там будут вот эти вот игры. Да. Ридика. Первый, с тюрьмой который. Не помню, проходил я ее или нет полностью, но... Так. Тоже стал с тюрьмой, да? Хорошо. Ой, тоже давно-давно. Но полностью проходил или нет? Что-то вот начинаю вспоминать название. Хроники Ридика. Что-то типа... Что-то типа Мидбой. Типа Мидбэй. Типа что-то... Батчер Бэй, по-моему. Что-то в этом роде, короче. Давно это было, очень давно. Сейчас-то уже даже не помню, что там вообще происходило, скорее всего. А, кстати, пройденная игра. Да, Butcher Bay. Escape from Butcher Bay. Так, списки. Да, списки обновил. Всё. Хроники Ридика добавлено. Кто-то еще? Кто еще? Сейчас в чате вы можете добавить игру в рулетку и типа будет прикольно. Вот, кстати, твой шанс, Докер, сейчас добавить игру какую-нибудь. Что еще? Что еще есть-то? Так. Дискорд объява. Точно. Да, кстати, народ, тоже пишите в Дискорд, что все уже началось. Так. Я пишу.
Так. Да, таймер забыл включить. Кто же кажется самым удачливым? Кто же будет тем самым неудачником, которого игра еще ни разу не выпала? Кто будет слабым звеном? Да. Так, сейчас таймер поставим. О, нашел обратный отсчет. О, нифига. Блин, какие прикольные эти нашел я. Виджеты. Ну-ка, чё ж я их раньше-то не замечал. О, 5 минут пошли. Сейчас еще какой прикол добавлю. Нашел тут интересную штучку. It is a sickness. Some parts of the world is having a sickness, but you have to constantly be reminded that it's all happening within the consciousness. Consciousness is responsible for all of it. Да, мы ждем людей. Может быть, они зайдут, тоже будут гости. Так. Какао.
My memory finally came back. Мгм. М. Так. You still haven't realized it, have you? The power I have is greater than the power you possess even right now. That huge force that erased that entire mountain. That was my sword. Че, время уже все? Ладно, все. Так, всё. Так, ребята, все здесь? Все здесь? Хорошо. Микс. Скар, Фотонама. Док. Думаю, все должны быть здесь. Ну, погнали. Гарри Поттер. Ну, прикольно. Гарри Поттер это так-то да. Ё-моё. Гарри Поттер.
Так, Гарри Поттер какую часть там? Первую, по-моему, да? Мы хотели. Да, так, сейчас. С нашей кринжевой озвучкой. Жестко, да. Теперь играем. Теперь играем такой, да. Ну что ж. Сейчас немного почилим, тут посидим. Я пока посмотрю, есть она или нет. Гарри Поттера нет. Так. Так. Гарри Поттер и Тайная комната, наверное, да? Да, нашел Гарри Поттера, все. Походу четкая версия. На рутрекере? Не, в Гуге. Гуг. Ты что? Какой рутрекер? Прекращай. Ты о чем?